Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР, вы смотрите программу «Бугунь». В рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма Майбута» в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Традиционно для начала подключаем нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать, какие же материалы готовят вечерние выпуски новостей. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, и приветствую всех наших зрителей. Сегодня мы будем говорить о таких темах. И первая новость сегодняшнего дня – это очередные обыски в оккупированном Крыму. Сегодня в 2 часа дня оккупанты ворвались в дом родителей крымского татарина Сейрана Таймазова в селе Курское Белогорского района. Силовики обвиняют его в участии в батальоне имени Намана Челебиджихана. От ареста Сейрана спасло лишь то, что он с 2016 года не живет в оккупированном Крыму, занимается предпринимательством здесь на материке. И вот подробности этого обыска, этого нашествия оккупантов в дом крымского татарина мы расскажем сегодня в 19:00 на выпуске на украинском языке. На 4000 рублей так называемый Мировой суд Киевского района Симферополя оштрафовал главного редактора газеты «Крым» Бекира Мамута за публикацию с упоминанием Меджлиса крымско-татарского народа. Претензия Роскомнадзора к газете заключалась в том, что в тексте не было редакторской сноски на то, что представительный орган крымских татар признан в России экстремистской организацией. Это была публикация доклада генерального секретаря ООН, в котором говорилось, что Меджлис запрещен в России. Однако по решению Международного суда ООН Россия была обязана этот запрет отменить. Но в Кремле это требование проигнорировали. И главный редактор газеты Бекир Мамут заявил, что обжалуют это решение оккупационного суда. Подробности этого дела тоже в наших выпусках. Россия не только грозит перекрыть судоходство в Керченском проливе, сегодня она закрыла воздушное пространство над частью оккупированного полуострова и Черным морем. В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, а также над частью международных вод Черного моря. Район объявлен временно опасным для полетов. Я напомню, что воздушное пространство над оккупированным полуостровом Украина закрыла сразу после оккупации Крыма. Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной и в Крыму. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби. По его словам, это происходит в течение 2 последних недель. При этом в военном ведомстве США не стали раскрывать разведданные о численности российской группировки. В Пентагоне лишь призвали Россию разъяснить свои намерения и прекратить провокации. ПАСЕ не поддержала рассмотрение вопроса об угрозе мира в Европе со стороны Российской Федерации. Это предложила сделать Украина. Председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева заявила, что сейчас границы Украины окружают около 100 тысяч российских военных. Постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе. А это не только угроза украинской независимости, но и угроза Европе и правам человека. В свою очередь, президент ПАСЕ заявил, что повестка сессии уже утверждена. Она уже перегружена темами. В то же время в неформальной группе парламентской ассамблеи Совета Европы «Балтик Плюс» распространили заявление, в котором указали России на срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины и призвали прекратить военные провокации и эскалацию. И оккупанты нашли виновных в водной блокаде Крыма. В этом, по их мнению, вовсе не вина России, которая оккупировала полуостров. Председатель так называемого Госсовета Крыма Владимир Константинов причислил к виновным за водную блокаду полуострова первого президента Украины Леонида Кравчука, а также бывшего постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Константинов также заявил, что часть материалов по определению суммы ущерба из-за водной блокады передали в Следственный комитет России. Вот такие новости, о которых мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском языке и 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Спасибо большое, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. В парламентской ассамблее Совета Европы проходит очередная весенняя сессия. Там указывают
на срыв России мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины, призывают прекратить военные провокации и эскалацию. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала тревожной ситуацией в Украине, в оккупированном Крыму. Об этом она сказала сегодня в видеообращении к участникам весенней сессии ПАСЕ. Вот ее цитата. Якщо подивитися на зовнішні кордони Європи, то нам стане очевидно, що сьогодні світ і безпека, стабільність і процвітання не є чимось самим собою зрозумілими. Ситуація в Білорусі, на сході України і в Криму, в Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, на Гірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна. Украина и еще 8 стран-участниц ПАСЕ выразили обеспокоенность концентрацией российских военных сил в оккупированном Крыму, а также призвали Россию прекратить блокирование Керченского пролива. Об этом говорится в совместном заявлении стран-участниц ПАСЕ. Давайте послушаем квинтэссенцию этого сообщения. Ми серйозно стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Російською Федерацією угрупувань, зростанням кількості жертв і особливо постійним нарощуванням і концентрацією надмірних військових сил в безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно анексованому Кримському півострові. Все це підриває стабільність і безпеку на нашому континенті. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Лиза Ясько. Пані Ліз, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Каких результатов нам стоит ожидать от весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы? Ну, насправді, я думаю, тут треба взагалі чесно сказати, чи задоволені ми, як українці, як держава, взагалі тим, що зараз відбувається в Парламентській асамблеї Ради Європи. Я думаю, що точно ми не задоволені, тому що, наприклад, пропозиція України провести дебати щодо ескалації ескалації та військової присутності посилення Росії в Україні, ця пропозиція не була підтримана в рядах Парламентської асамблеї Ради Європи, і такі дебати були відхилені. Те, що є заяви декількох країн наших друзів, так, звичайно, це важливо, приємно, але це ті країни, як Балтійські країни, наприклад, вони завжди нас підтримують. Казати про якусь перемогу зараз точно не можна, але треба розуміти, що в Європі зараз дуже багато викликів, ковід, також є бажання було в Раді Європи розглядати питання Нагорного Карабаху та азербайджансько-вірменські питання зараз. Вони обрали це. Для України, звичайно, це не дуже добре, і наші поправки і в різних комітетах в більшості не голосують. Але це не є новиною, тому що, на жаль, є така ситуація в Раді Європи, і тут також треба сказати, що наша парламентська дипломатія могла би бути також більш сильнішою і системніше, і багато ресурсів вкладати в таку діяльність, щоб дійсно щось змінити. Причины. Можем ли мы по результатам вышесказанного сказать, что действительно в Парламентской ассамблее Совета Европы есть мощное пророссийское лобби, которое не дает продвигаться вперед нашим важным вопросам? Однозначно, це лобі є, і воно не зменшується. І від того, що навіть є більше там чи менше виступів українських, результат не змінюється. Подібні речі треба системно змінювати, треба вкладати ресурси, час, діяльність людей для того, щоб Україна мала більше друзів. В тих умовах, в яких ми зараз працюємо, це гібридні умови, це коли нема можливості організувати там додаткові заходи в Раді Європи, там познайомитись більше. Це дуже важко. В онлайн такій участі чи в гібридній, це по суті знаєте, так, цементування статусу кво проросійського лобі з
можливими маленькими перемогами зі сторони України, але не більше того. А что вам известно по поводу сегодняшнего скандала во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, который случился между нашим народным депутатом и членом украинской делегации Алексеем Гончаренко и президентом ПАСЕ Рикосом Дамсом за демонстрацию украинского флага? Разве нельзя на заседании ПАСЕ демонстрировать какой-либо флаг или что произошло? Я можу сказати, що, на жаль, дійсно зі сторони керівництва Парламентської асамблеї Ради Європи часто звучать такі фрази, що не розглядайте, будь ласка, військові конфлікти між країнами, тому що ми організація про права людини, ми не про війну, ми не ОБСЄ, ми не ООН, в нас нема своєї армії. Навіщо взагалі ці питання постійно так емоційно піднімати? Я знаю, що дійсно дуже багато іноземних делегацій, вони не дуже люблять, коли українці виступають так емоційно і так, як виступає, наприклад, Олексій Гончаренко. Якщо дипломатичною мовою сказати, Олексій Гончаренко завжди захищає інтереси України в такій досить радикальній формі, яка не подобається, зокрема, керівнику асамблеї, те, що ми сьогодні побачили, на жаль, те, що я бачу, він зробив йому зауваження. Наскільки це по регламенту, тут можна проводити дискусії. Я, звичайно, вважаю, що це неповага до украинской делегации. Так если говорить про нарушение прав человека, то это же в принципе логично. Страна напала на другую, оккупировала ее территории. Где еще будет нарушаться права человека, если как не на оккупированной территории, которая подверглась внешней воєнної інтервенції? Погоджуюсь. Але тут нам треба шукати, знаєте, правильні підходи. Наприклад, працювати над резолюціями, які буде стосуватись прав людини на окупованих територіях. Про це вже можна говорити, і ми подавали такі резолюції, такі проекти резолюції, але не завжди ж це підтримується асамблеєю. Тут також треба і підтримка різних політичних груп, тут потрібен компроміс, треба, щоб це було пріоритетом. Це займає час, це не місяць роботи. І це треба, щоб всі працювали, консолідовано працювали. Несколько недель назад, если я не ошибаюсь, даже 2 недели назад, ваши коллеги по украинской делегации в ПАСЕ на своей странице в Facebook публиковали сообщение о том, что на летней сессии, если не ошибаюсь, должна быть проголосована резолюция по нарушениям прав крымских татар на территории оккупированного полуострова, и резолюция также включает в себя меджлис крымско-татарского народа. Что вам по этому известно, и как вы думаете, будет ли эта резолюция проголосована? Мені відомо те, що декілька місяців, коли проводилась така перша зустріч, слухання доповідачки по цьому питанню, то для української делегації було важливо зробити так, щоб були представники Меджлісу, представники української влади на цьому засіданні. І це, по суті, зірвало плани росіян показати кримсько-татарське питання лише з боку того, яке буде вигідно Кремлю. Ми це зірвали, і була досить хороша дискусія. Зараз йде поточна робота вже по написанню цієї доповіді. Я знаю, що були дискусії щодо візиту доповідачки до України, до Криму, але який статус зараз я не можу підтвердити. Тут треба уточнити, чи є якісь новини вже після цієї весняної сессии буде, яка зараз проходить якраз цим тижнем. Пані Лиза, мы с вами уже несколько раз упоминали про обострение ситуации у границах Украины, наращивание российских войск наших границ, милитаризация оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Вот сегодня стало известно, что Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Также недавно Россия сообщила, что приостанавливает осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей, то есть перекрыла
Керченский пролив. Вот все, что сейчас происходит, вот это обострение, как вы думаете, говорит ли о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в нашу страну? Стоит ли нам опасаться? Я переконана, що Росія до чогось серйозного готується. Питання тільки в якому масштабі і коли це станеться. Це може бути невелика провокація, а це може бути серйозне військове вторгнення, яке зараз показує ті дані, які можна побачити з відкритих джерел, частково з закритих, показують те, що Росія готується і робить зараз акцент на Чорному морі для того, щоб повністю контролювати Чорне море. Тобто, якщо зараз ми маємо окупований Крим, то зараз є серйозна небезпека, що Херсонська область, Маріуполь і навіть Одеса, і все, що оточено навколо Азовське море, Чорне море, це все зараз в небезпеці. І тут величезна є небезпека, про яку треба просто кричати і волати з усіх сторін, я вважаю, зі сторони влади, парламенту, будь-якої влади, я маю на увазі. Президент України дійсно зустрічається зараз зі світовими лідерами, це дуже добре, але треба більше робити зі сторони парламенту. Тому я, наприклад, в парламенті виступаю також за таку позицію, що давайте ми будемо організовувати зустрічі, давайте проводити засідання з різними комітетами інших країн. Зокрема, в нас є міжфракційне об'єднання 603.7, яке стоїть на сторожі захисту нашої територіальної цілісності. Завтра ми організовуємо закрите засідання з військовими експертами для того, щоб отримати інформацію, що дійсно відбувається, тому що депутати недоотримують інформації зараз, на жаль. А почему? С чем вы это связываете? Вот у нас Зеленский съездил во Французскую республику, встретился с Макроном. После этого вчера состоялось заседание советников лидеров Нормандской четверки. Насколько я понимаю, народным депутатам не говорят о том, что именно там обсуждают. Сегодня должно состояться внеочередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске по вопросам безопасности, что также не рассказывают народным депутатам, о чем там говорят и так далее. Почему и не вызывает ли это недовольство у нардепов? Викликає, звичайно, серйозне незадоволення. Вчора частина депутатів і фракції «Слуга народу» виклали заяву з проханням проводити такі зустрічі, тому що це дуже важливо для країни. Це питання лідерства і питання, знаєте, такого реалізму. Ми не можемо казати, що все в країні зараз в сфері безпеки добре, тому що, як мінімум, на кордоні все більше і більше стає військ Російської Федерації. Зараз якраз час нам бути згуртованими і захищати країну. Цього не відбувається. Тут питання до парламентського лідерства. На жаль, існує така думка, яку мені часто говорять про те, що не треба розводити паніку, все добре в нас. Знаєте, якщо в нас буде все добре, я щиро хочу, щоб я помилялась тоді зараз, що мы находимся в небезпеці. Парламентское лидерство – это вы, это монобольшинство. Проводите ли вы какие-то закрытые заседания, совещания? Обговариваете ли вы ситуацию сейчас, которая складывается на границах Украины? И что бы вы посоветовали сейчас делать реально парламенту? Парламенту проводити позачергове засідання, проводити закриті зустрічі на рівні комітету, на рівні комітетів, які займаються національною безпекою, зовнішньою політикою. Але цього не відбувається, на жаль. Є запити, є пропозиції це проводити, але по якимось причинам таких зустрічей не відбувається. Або вони відкладаються. Я просто пытаюсь понять, а кто мешает, что мешает произойти этой встрече, этим переговорам и так далі? Якщо б в мене була відповідь на це питання, я була б дуже рада. Я думаю, що є фактори, є певні політичні сили, напевно, які не зацікавлені, щоб це питання швидко розглядалось. Або, як я сказала, що дійсно існує думка, що не треба розганяти паніку, треба готуватись для того, щоб заспокоювати суспільство, робити це об'єднано. Добре, давайте ми будемо заспокоювати суспільство, але нехай в нас буде інформація
і конкретне бачення, що нас може очікувати і наскільки ми підготовлені. Пани Лиза, как вы думаете, в случае полномасштабного вторжения, не дай бог, России в нашу страну, Украина действительно готова ко всем сценариям развития событий, как сообщает наш президент Зеленский? Я думаю, що наша армія, звичайно, за 7 років війни, незважаючи на те, що важко говорити про моральний дух армії, коли йде війна, він завжди буде все-таки, це дуже таке сенситивне питання. Я думаю, що наша армія, вона сильна, вона може давати відсіч, але зараз це не тільки про військові методи. Нам потрібна в військовій справі. Нам потрібна техніка, нам потрібна співпраця з іншими країнами, нам потрібно, щоб нам допомагали, нам потрібно зараз отримувати більше зброї, якщо ми говоримо про військову сферу, по різним дипломатично-політичним, законодавчим рішенням. Це можна і треба зараз терміново робити, але це зараз затягується. Я вважаю, що ми це дуже повільно робимо, і мені б дуже хотілося, щоб ми не втрачали час. И сегодня ваш коллега по фракции Шевченко встретился с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко, что вызвало бурю недовольства и эмоций. А как вы отнеслись к этому сообщению? Что это было? Для мене не було це новиною, тому що депутат Євгеній Шевченко завжди відкрито говорив про те, що йому подобається Лукашенко, він планує таку зустріч, але, в принципі, інші колеги могли б не дозволити, щоб він поїхав, але він взяв це його індивідуальна, я так розумію, ініціатива поїхати розбудовувати дружбу і співпрацю з Олександром Лукашенка. Тому, напевно, він має якийсь інтерес, це його право, але я це засуджую, тому що я вважаю, що в нас не той час, не та ситуація зараз в Білорусі, тим більше ми висловлювали політичну позицію по тим подіям в Білорусі. Ми засуджували всі ті переслідування опозиції, які зараз відбуваються. Євгеній Шевченко є представником українського парламенту, він є публічним діячем. Я вважаю, що така поїздка неприпустима. Дякую вам дуже, пані Ліза. Чохсагл у нас. Ліза Ясько була з нами на прямому зв'язку. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народу». В Пентагоне сообщили о том, что Россия продолжает стягивать свои войска к границам Украины. Я не називатиму конкретну чисельність чи формування військ з точки зору нарощування російських сил. Ми за цим слідкуємо, це нас дуже стосується. І ми не віримо, що таке нагромадження військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму сприяє безпеці та стабільності. Тому вкотре закликаємо Росію припинити провокації та сприяти стабільності. Союза также призвал Москву отвести свои войска от границ Украины и прекратить эскалацию конфликта. На кордоні з Україною і в Криму є близько 150 тисяч російських військовослужбовців. Ризик подальшої ескалації очевидний. Це найпотужніше розгортання сил на кордонах з Україною, з яким ми стикалися. Сподіваємося, що це завершиться і російські сили підуть. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев заявил, что украинская разведка рассматривает 3 сценария агрессии России. Демонстрація сили – це перший варіант. Другий варіант – це отримання військовим шляхом Дніпровської води. І третій варіант – це стосується загострення в районі операції Об'єднаних сил і проведення локальних військових дій в напрямку позицій. Такі сценарії розглядаються. По всім у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації. С нами сейчас на прямой связи Євген Ярошенко, правозахисник, аналітик Кримсос. Пане Євгене, вітаю вас, селям алейкум.
Пане Евгене, в разведке Украины серьезно рассматривают возможный вариант военной операции РФ на южной части материка с целью открытия некого коридора к Северокрымскому каналу, чтобы таким образом решить вопрос критической ситуации воды в Крыму. Действительно ли в Крыму с водой сейчас настолько критическая ситуация, что Россия может пойти войной в херсонскую часть материка? Я бы сказал, что самая критическая ситуация с водой была во второй половине 2020 года из-за засушливого лета. И вообще последние 2 года в Крыму наблюдалось рекордно низкое количество осадков. Сейчас, после зимнего сезона, немножко ситуация улучшилась. Но стратегически это не решает проблему дефицита воды. Если взять запасы пресной воды, которые существуют, и их равномерно распределить на количество населения в Крыму, которое проживало до 2014 года, то этих запасов хватает для обеспечения питьевых нужд и хозяйственных нужд домовладений. Но если говорить о сельском хозяйстве, о промышленности, то этих запасов не хватает. И основным поставщиком этой воды был как раз Северокрымский канал. И после оккупации очень сильно возросло давление на водные ресурсы, истощение водных ресурсов из-за того, что Россия строит очень много инфраструктурных проектов, даже трасса Таврида, много каких-то застроек на южном берегу Крыма. И к тому же усиливается военное присутствие. А военное является очень сильным получателем этих водных ресурсов. Я имею в виду как питьевая вода для вооруженного контингента, так и просто вода для того, чтобы поддерживать вооруженную численность в хозяйственных нуждах. Ну и поэтому приходится жертвовать ради военных баз и промышленностью, жертвовать нуждами гражданского населения. Пане Евгене, если представить самый плохой сценарий развития событий, если представить, что Россия идет войной и действительно открывает этот коридор, доходит до канала Северокрымского, то позволяет ли сейчас вообще инфраструктура Северокрымского канала возможность поставки воды в Крым? Не разрушилась ли она за последние 7 лет? Это очень хороший вопрос, потому что сейчас Крымсос завершает подготовку исследования по экологической ситуации в Крыму. И могу тут поделиться несколькими тезисами исследования по поводу воды. Еще до оккупации около половины потока воды через Северокрымский канал, она не доходила до конечных реципиентов, и она проседала в грунт. А сейчас, когда вода прекратилась, русло канала проросло деревьями и прочей растительностью. И поэтому, если в какой-то момент гипотетически возобновить поставку воды по Северокрымскому каналу, то очень будет высока потеря. То есть сельское хозяйство не сможет ее получать в тех объемах, которые получало до 2014 года. Промышленность, в том числе титан в Армянске и Крымсода в Красноперекопске, тоже не смогут ее получать для очищения промышленного производства. И поэтому это уже не будет те поставки воды, которые были до оккупации. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсагол, у нас Дякую. Євген Ярошенко був з нами на прямому зв'язку, правозахисник, аналітик Крымсос. Председатель оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Следственный комитет России направлена часть материалов по подсчетам ущерба водной блокады, в которой власти обвиняют руководство Украины и ряд конкретных лиц. Он отметил, что ущерб, нанесенный аграрному сектору Крыма из-за прекращения подачи Днепровской воды, насчитывает более 200 миллиардов рублей.
Это далеко не полная сумма ущерба, поскольку от водного шантажа пострадали и другие отрасли. А крымчане испытали и продолжают испытывать неудобства, несут моральный ущерб. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Ряду персонажей придется отвечать Тогда за это Минск. лично. Ну а сегодня также должно состояться внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Ранее Арестович говорил, что решение о создании подгруппы будет зависеть от переговоров советников Нормандской четверки 19 апреля, а политические советники Нормандской четверки вчера в формате видеоконференции обсудили уже имплементацию франко-германских кластеров по выполнению минских договоренностей и соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил віце-прем'єр Алексей Резников. Не розкриваючи конфіденційності переговорів, зазначу дві головні речі, які обговорювалися і які були анонсовані президентом Зеленським у Парижі. Сьогодні йшлося про кластери, відповідно, як бачення можливості реалізації мінських домовленостей і про питання забезпечення дотримання режиму припинення вогню, реального та повноцінного. Військовий експерт Ігор Козій зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Игорю, в разведке Украины рассматривают три варианта развития событий сейчас на фоне стягивания российских войск к границам Украины. Первое – это просто демонстрация силы с целью получить какие-то политические преференции, заставить Украину пойти на компромисс. Второе – это, возможно, военная операция на южную часть материковой Украины для открытия доступа к Северо-Крымскому каналу. И третье – это некая провокация на Донбассе с целью обвинить в этом Украину, обвинить в срыве договоренностей и таким образом попытаться снять санкции с России. Какой, на ваш взгляд, из этих сценариев сейчас наиболее вероятный? Как вы оцениваете возможность полномасштабного вторжения России в Украину сейчас? Ну, ви знаєте, ви хочете, м'яко кажучи, щоб я замінив все розвідувальне співтовариство України одним речем. Такого не буває. Фактично, по великому рахунку, всі три сценарії мають право на своє життя і мають певне підґрунтя. Разом з тим, треба розуміти, що до всього цього треба готуватись. Точно так же, як ви і останній сценарій назвали, це глобальне застосування Збройних сил України, хоча, на мій погляд, він є маловирогідним через те, що треба для цього мати відповідні ресурси. А навіть на таких конфліктах, які пов'язані, наприклад, з Грузією, ми бачили, що Російська Федерація не завжди здатна сконцентрувати чи зібрати необхідні ресурси для проведення відповідної операції. Разом з тим, не треба забувати, що Україна має серйозну, в першу чергу, політичну, зовнішньополітичну підтримку. І ця підтримка може зіграти дуже ключову роль на випадок розв'язання агресії, в тому числі і повномасштабно. Тому я б не хотів би давати пріоритет тому чи іншому, знаєте, сценарію. Разом з тим, як зазначив генерал Наєв, Збройні сили України готові до любого сценарію і до любої відсічі. Сподіваємося, що саме це і відбудеться, якщо не вдасться вирішити питання мирным шляхом. Но я вот просто хочу понять, вот как вам видится вот то, что сейчас происходит, это обострение у границ, это милитаризация Крыма, милитаризация Донбасса, дипломатические войны, которые сейчас идут с высылкой и нападением на украинского консула, высылка российского дипломата с Киева и так далее. Вот это все, что происходит сейчас, это похоже на то, что Россия готовится к войне, или же это действительно просто демонстрация, как ви думаєте? Знаєте, ви хочете, щоб я вам дав оцінку діяльності одної людини. Я не буду цього давати і не зможу. Саме через те, що вона знаходиться дуже далеко від України і по великому рахунку, знаєте, психологічний тип чи окреслити його здатність приймати ті чи інші рішення, я не хотів би давати, тому що це поза межами
по великому рахунку військової експертизи і скоріше відноситься більше до сфери такої, як медицина. Разом з тим ми повинні зрозуміти, що Збройні сили України сьогодні повинні готуватися до любого сценарію. Сьогодні важко сказати, зрозуміти правильно. Початок агресії може початися абсолютно несподівано. Хто розглядає питання Придністров'я, наприклад, чи хто розглядає питання, знаєте, такої собі локальної агресії в іншому місті, ніж було заявлено. Тут важко сказати. Знаєте, в історії війн завжди допоміжний удар може перерости в основний удар. Тому, скоріш за все, цю справу ми повинні адресувати до розвідного співтовариства, яке, я сподіваюся, не тільки вправиться з тим завданням, який на них поклав народ України, але і в майбутньому ми з вами гідно будемо ставитись до розвідувального співтовариства. Мы видим, как наша разведка фиксирует регулярно с нашей стороны постоянные усиления российских войск. Мы видим, как проводятся учения украинской стороны у наших границ с временно оккупированными территориями. Мы видим учения спецслужб, Нацгвардии и так далее. Вот к чему мы готовимся, пан Игорю? Действительно, готовимся ли мы к какой-то фронтальной войне или мы готовимся к противодействию каких-то локальных, возможно, операций? Действительно, готовы ли мы ко всем сценариям? Зрозуміти правильно. Наприклад, відпрацювати глобальний сценарій в польових умовах Збройні сили цього робити не буде, тому що витрати ресурсів дуже великі на це. Те відпрацьовується, як правило, штабами, оперативно-стратегічними штабами, відпрацьовуються в умовах закритості, відпрацьовуються з залученням або без залучення, в залежності від ситуації, політиків і ключових гравців в сфері безпеки і оборони. Я маю на увазі в першу чергу як президента України, так і керівника Верховної Ради, керівника Кабінету міністрів України. І ясно, що військове командування повинно бути задіяне до цього. Що стосується більш тактичних речей, які ви обрисували, регіональних чи інших, вони, як правило, можуть проводитись як в штабних тренуваннях, так і з залученням військ. І це ми неодноразово бачили, особливо коли питання стосувалось Криму і питання стосувалось Придністров'я. Дякую дуже, пане Ігорю. Чохсагл, у нас Ігор Козій був з нами на прямому зв'язку, військовий эксперт. Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Об этом со ссылкой Интерфакс сообщает на международное извещение для пилотов. Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов, говорится в сообщении. В извещении для пилотов этот регион назвали опасным. Согласно нему, в зоне ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма, прилегающие территории воды, а также часть международных вод Черного моря. Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря. Но я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу, atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube телеканал АТР, телеканал АТР большими буквами, латиницей. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все программы
наших интересные фрагменты из наших эфиров, ну и выкладываем все программы телеканала АТР. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. С нами сейчас на прямой связи Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках. Пане Володимире, вітаю вас, селям алейкум. Да, вітаю вас, доброго здоров'я. Пане Володимире, мы наблюдаем эскалацию ситуации на востоке Украины. Российские войска демонстративно наращивают свои группировки. Вот как вам кажется, какие будут дальнейшие шаги Путина, есть ли у него какой-то план? Ви знаєте, мені ми повинні ставити питання дещо по-іншому. Ми повинні спільно з Заходом робити так, щоб Путін ставив собі такі запитання, що відносно нього буде робити Захід і Україна. А так ми перебуваємо постійно в процесі зганяння того, що придумає Путін. І від цього є залежним. Я думаю, що це позиція, яка не буде довго бути успішною. Більше того, те, що ми бачимо, говорить про те, що Путін цією позицією дуже гарно користується на свою користь. Тому я за те, щоб позиція Заходу України відносно Росії була проактивною і щоб ми нав'язували Путіну свій президент. Я вот почему спросила, собственно, про это, потому что вот завтра, уже 21 апреля, запланировано послание Путина к Совету Федерации, Верхней Палате парламента России. Уже 22 апреля должна собраться Совет Палаты Софеда. На следующий день состоится пленарное заседание. Это как раз именно тот орган, который может позволить вводить войска страны за рубежом. Вот с чем мы можем завтра столкнуться? Как вы думаете, чего ожидать? Может ли Путин попросить вот этот карт-бланш для введения своих войск? Ну, Путін може зробити все, що йому заманеться. Які є фактичними у керівника цієї країни є безмежні, і ніхто не може обмінити їх стати сутки. Тому він може це зробити. Питання, чи він це зробить. Мені здається, що після всього того, що відбулося на Заході, я маю на увазі все ж таки значно адекватніша реакція, ніж вона була в 2014 році, то, на мою думку, це був би самовбивчий крок для самого Путіна. Единство международной коалиции в поддержку Украины, которую мы сейчас видим, способна демотивировать Путина от агрессивных действий? На какую помощь сейчас мы можем рассчитывать от наших западных партнеров? Ну, я думаю, що насамперед ми повинні розраховувати на власні збройні сили і на проти українців в разі, якщо Путін ризикне піти у атаку. А відносно західних партнерів все залишається, як і було. Нам потрібні новітні засоби ураження, і якщо їх буде достатньо, то ціна російської агресії буде надзвичайно великою. І не думаю, що в такому випадку Путін ризикне йти на такі величезні втрати. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагл, у нас Володимир Огриско був з нами на прямому зв'язку. Міністр закордонних справ України 2007-2009 роках. Ілія Куса доєднується до нашого ефіру, експерт з питань міжнародної політики. Пане Ілія, вітаю вас, селям алейкум. Алло. Да, мы, к сожалению, не слышим пана Илью Кусу. Попробуем еще раз его набрать. Алло. Алло. Алло, да. Да, вот сейчас вас слышим. Да, добрый день. Пан Илья, сегодня в Пентагоне очередной раз выразили обеспокоенность в связи с стягиванием российских войск к границам Украины и сообщили о том, что Россия продолжает это делать. В случае реальной полномасштабной войны, полномасштабной агрессии России против Украины, какая будет реакция и действия Соединенных Штатов? Чего нам ожидать? Ну, если такое случится, я думаю, что они могут увеличить поставки летального вооружения, они могут ввести новые санкции против России и ужесточить свою политическую риторику по отношению к
Российской Федерации. Плюс я не исключаю того, что они все-таки еще усилят свой восточный фланг НАТО, так как это было сделано после 2014 года, когда были переброшены дополнительные войска НАТО в страны Восточной Дуги. Это Польша, Румыния, Прибалтика. Вот в принципе, мне кажется, вот этот пакет действий — это то, чего мы можем ожидать со стороны Штатов, если будет именно прям вот очень серьезная эскалация. А как вы в целом описали бы сейчас отношения России и Соединенных Штатов Америки? Началась ли реальная очередная холодная война между этими странами? Вот что сейчас происходит? Это не столько холодная война, по примеру того, что мы что было в прошлом веке, скорее. Между ними плохие отношения, но сейчас, судя по всему, администрация Байдена пытается выйти на какое-то взаимопонимание с Россией. То есть речь не идет о дружбе или там еще о чем-то таком позитивном. То есть здесь скорее речь о том, что Байден говорил, что ему нужны предсказуемость в отношениях с Россией. То есть это прочертить определенные красные линии, принципиальные для двух сторон, распределить свои функции в мировом порядке и понять, что, в общем-то, как им сотрудничать по тем вопросам, которые Штатов волнуют на самом деле вот больше, чем даже Украина. Да? У них есть повестка, которая намного глобальнее ситуации в Украине. Она связана с климатом, с ядерными вооружениями, с нераспространением, с глобальной безопасностью. И здесь Россия нужна Штатам. И сейчас они пытаются понять, как им взаимодействовать в условиях, когда их отношения реально лучше не становятся и вряд ли станут лучше. И к этому уже, в принципе, все готовы. А могут ли и на какие могут уступки пойти США, чтобы добиться более прогнозируемого поведения России? Они могут пойти на определенные уступки в тех вопросах, которые интересуют Российскую Федерацию в других регионах. То есть это не обязательно должно быть что-то связанное с Украиной. Да, как там, то есть я сейчас не говорю о том, что они там сдадут Украину или что-то в этом роде. Но, к сожалению, я должен об этом говорить, как аналитики в целом об этом говорят, что Украина в этих схемах действительно потенциально может стать объектом переговоров. То есть это, опять же, не означает, что США откажутся от поддержки Украины, но, например, я не исключаю такого варианта, что Россия и США могут договориться о принципиальности именно политического процесса в урегулировании конфликта, то есть не силового, и таким образом Штаты присоединятся к европейским партнерам в склонении Украины к политическому компромиссу, то есть будут заставлять Украину, например, принять определенные политические условия, например, в Минском переговорном процессе. То есть такой вариант вероятен, но это все зависит, конечно, от переговоров и от того, насколько Россия и США, Россия в том числе, найдет, что предложить Штатам, и это устроит Вашингтон. Потому что давайте все-таки говорить откровенно, и это, в общем-то, отображается в стратегии Штатов. Россия для них не главный противник сегодня, а для них главное — это Китай. Россию они как смертельную угрозу для себя не воспринимают. Она для них всего лишь большое государство, которое не очень хорошо себя ведет, и его надо сдерживать, чтобы не совсем уже дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе. Но для них Россия, у них нет задачи, у Штатов нет задачи разгромить Россию до победного конца или дезинтегрировать ее, или свергнуть Путина. Я больше скажу, Путин для Штатов во многом более-менее предсказуемый лидер, в отличие от многих, например, представителей политического истеблишмента, гораздо более радикальных. Мы еще не забываем, что там есть и маргинальные слои общества, которые еще более решительно настроены, чем сам Путин. Поэтому мне кажется, что вот эта попытка выйти на диалог — это типично то, что Байден обещал сделать. Это попытка выйти на какие-то предсказуемости и стабильность отношений с Россией. Но они при этом останутся плохими. То есть это не значит, что они улучшатся. Речь идет не о перезагрузке типа Обамы. И тут, собственно, и возникает этот когнитивный диссонанс, когда, с одной стороны, Байден говорит о том, что да, Путин убийца, потом ему звонит, потом на следующий день вводит санкции против России, потом через день Путин говорит о том, что да, я принимаю приглашение, я буду принимать участие и выступлю на саммите по климату. У вас нет такого диссонанса? Нет, смотрите, это просто, понимаете, в Украине же мыслят, у нас диссонанс, потому что мы не изучаем
эти вопросы, у нас мыслят крайними категориями. То есть либо перемога, либо зрада, либо нас сдают, либо нет. Ну, то есть здесь более тонкая игра идет. Санкции были нужны как рамка для приглашения Байдена. То есть он показал, вот смотрите, вот санкционная рамка, и в этом указе все же выписано на самом деле, что вот они этим указом расширили список возможностей, по которым можно вводить санкции против Украины, против, извините, России, в том числе по поводу ситуации в Украине. То есть они, по сути, выставили рамку. Смотрите, если будет плохо, мы можем усиливать санкции здесь вводить новые. Поэтому вопросы еще какие-то. Здесь можно усиливать санкции против госдолга. И, по сути, Байден вот эту рамку выставил и в пределах вот этого процесса пригласил Путина к переговорам. То есть, по сути, введение санкций и приглашение на переговоры — это фактически приглашение на переговоры с позиции сил. И то, что Путин, он, конечно, вот скажет 21 апреля в послании Федеральному собранию, но то, что они там не отбросили этот вариант, несмотря на то, что это, по сути, было приглашение такое с позиции силы достаточно, говорит о том, что для Путина действительно очень важна эта встреча. Ему очень важно, это всегда было для него важно, чтобы выйти на прямые переговоры со Штатами, потому что все, чего они добивались многие годы, это чтобы их признали равноправным членом международного сообщества с закрепленной какой-то вот сферой влияния. То есть это, в принципе, идеальный вариант для Путина, чтобы его признали великим, так сказать, государством и вернулись к какой-то форме ялтинского мира, который существовал в прошлом веке. Понятно, не в той форме, но, по крайней мере, в какой-то хотя бы урезанной. С другой стороны, ведь если Путин согласится на это и примет приглашение и пойдет на встречу с Байденом, то в Вашингтоне это будет расценено как санкционное давление повлияло, и вот в связи с внешним давлением Путин пошел на переговоры. А если он откажется, они скажут, что видите, какая Россия плохая. Они деструктивную позицию занимают, не хотят говорить с нами. Понимаете, это очень удобная позиция. В этом и есть преимущество Соединенных Штатов. Их санкционный механизм невероятно гибкий. Его можно менять в ручном режиме, как угодно. И в этом плане они вообще ничего не теряют. То есть они могут, Путин откажется, согласится, их по большому счету это не так сильно интересует. Они в любом случае объяснят это. И я думаю, что санкции еще нужны были Джо Байдену после приглашения, как раз чтобы нивелировать вот этот негативный эффект, который поднялся после приглашения. Да, что, мол, это же вы не думайте, это Штаты не сливают Украину, приглашая Путина. Это мол, не потому, что Байден мягкий и слабый. Смотрите, мы санкции вводим, то есть он все-таки достаточно решительно настроен по отношению к России. Это мол, такой стратегический план. То есть я думаю, что санкции здесь еще сыграли во внутриамериканском контексте очень хорошую роль для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон от этого приглашения Путину после, конечно же, слов об убийце. И последнее еще, что хотела спросить. Пане Илья, а что Украина значит для военно-политического класса Америки, помимо красивых пафосных слов о поддержке демократии и так далее? Смотрите, Украина всегда из 2014 года, к сожалению, ситуация не поменялась. В наших силах было ее поменять, но мы не смогли. Она рассматривается в контексте российской политики Штатов. То есть в этом наша задача, я считаю, за эти 7 лет должна была состоять в том, чтобы оторваться от российской стратегии, то есть чтобы нас воспринимали как отдельные направления. Но, к сожалению, этого не произошло, и нас до сих пор в Штатах воспринимают как часть их российской политики. И нас воспринимают как такое восточноевропейское государство, не самое эффективное, но которое является форпостом для сдерживания определенных амбиций России в Центрально-Восточной Европе. Не более. Наши отношения, они реально зациклены на этом кластере безопасности. Но я хочу сказать, здесь есть один момент важный, благодаря которому, мне кажется, поддержка Штатов, в общем-то, и сохраняется сегодня. Более глобальный момент. Штаты сейчас рассматривают эту эскалацию как в том числе тест, потому что на них смотрит и Китай, который сейчас наблюдает за этой ситуацией, в том плане, что если произойдет какая-то военная эскалация реальная, и, например, Соединенные Штаты не ответят или ничего не будут делать,
то для того же Китая и для многих других внешних игроков это будет сигналом, что Соединенные Штаты, получается, не могут или не хотят защищать своих партнеров. И это будет плохой прецедент. Я думаю, что, конечно, администрации Байдена такой бы ситуации не хотелось бы. Поэтому в ход идут и санкции, и приглашения, и любые инструменты, лишь бы сейчас быстро потушить ситуацию и не доводить до военной конфронтации. Потому что действительно есть сейчас много вопросов, многие союзники Штатов сейчас на них смотрят с вопросом: вы можете защищать своих партнеров, там, не союзников по НАТО, но хотя бы партнеров? Потому что это ведь вопрос и о Юго-Восточной Азии, где Китай тоже смотрит на то, где он может, например, силой продавить какие-то изменения или не может. И сейчас, например, Китай очень внимательно следит за эскалацией вокруг Украины именно в таком глобальном контексте. В остальном мы для Штатов это просто вот такой форпост, через который они проецируют свое влияние в Восточной Европе. Не больше, к сожалению. Вот мы не смогли исправить вот эту вот такую, такую одинарную ситуацию, которая не позволяет нам нормально иметь полноценные отношения со Штатами. То есть не только вот такие вот, где мы обсуждаем безопасность и все. Дякую дуже, пане Ілля. Чухсаг у нас Ілля Куса був з нами на прямому зв'язку, експерт з питань международной политики. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю Корушкенджи, до свидания, буквально через час увидимся. Сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекета» с Сейтумером Сейтумеровым. Не пропустите, Корушкенджи. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle, açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Женет суы беллеп.
көз яш юткан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кебі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ертіларда. Сачақланды дудақлар. Көкте ұчқан рухлар. Қабыр ташлары. Omuzuma қона. Еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім. Юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні. Көрдім көзі көрген соқыр миллетні. Қабырташтан қопқан парчаны уфатып мен сілдім ертық лебіме. Сырықта кемепті бірден жанланды. Вегерлешті чықмыш ері қалбеме. Айды кеттік деген сеслер чалынды. Эйран олды дымма сағыр құлағым. Атеш яна дерсін дүл-дүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма. Топрағым. Қырым, бізім топрағымыз, юртымыз, тарихымыз, бізім кечміш ве кележегіміз бұл ерлерінен бағлы. Қырымда яшаған халқлар ислам дini esasында бірлешті. Асырлар деваманда бұл топрақларда бізім ечдатларымыз яшады. Бұл минарелерден ezanlar çağırıldı. Bu camilerde namazlar kılındı. Sürgünlük yılları ezanlar susup camiler kapaldı. Ama bu çok sürmedi. Biz geri kayttık. Dinimizni yaşatamız. Mübarek Ramazan aylarını karşılayımız. Biz bar edik. Barmız ve bar olacağımızga umut beslep Allah'a dualar etimiz. Yüce Rabbimiz bizni dinimiz, ana toprağımız ve tilimizden ayırmasın. Selam aleyküm sayılı teleseyirciler. Hayırlı akşamlar olsun. Ramazan bereketi programmasını seyretesiz ve sizinle beraberlikte men Seytumerov. Ramazan ayının aman 8. günü sonuna gelmekte ve bugün bu programımızda şükür hakkında laf alıp barmak ister edim. Yüce Rabbimiz öz kitabında bizlerge buyurgan, eğer de siz mağa şükür etseniz, men sizge daha da çok bererim degen. Ya eğer de siz şükür etmeseniz bana, meni azabım kavidir, şiddetlidir degen. Ve hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam degen sizden beter olganlarga bakınız. Sizden yüksek ve sizden de güzel olganlarga bakmanız. Ve böyle yapsanız o sizge Allah'ın nimetlerini korup şükürdar olmağa yardım eter degen. Allah-u Teala bizni öyle yarattı ki biz ne kadar nimetlerinin sahipleri olsak bile yazıklar olsun ki bazı vakitleri şeytan öz vesveseliginin bizim
Közlerimizin kamaştıra da biz bu bütün olgan nimetlerini görmeymiz. Ve Ramazan ayında bu bizge da bir fırsattır. Yanıdan özümüzge, öz etrafımızga, öz mal-mulkimizge, sağlığımızga ve ilahire bakıp Allah'a şükür doğrısından etmege. Ve şimdi bizning canlı bağda Ulemalar Şurası'nın yol başçısı Süleyman Hoca Hayrullayev. Selamun aleyküm Süleyman Hoca, hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam. Size de hayırlı akşamlar olsun. Süleyman Hoca, bugün seçtik mevzunu şükür hakkında ve menimce mühim bir mesele. Yazıklar olsun ki hepimiz öyle vakitler oladır ki şükür etkinler gibi özümüzden alıp barmayımız. Ve keliniz bu ay bu kıymet hakkında, bu hususiyet hakkında da düşünüp alayık. Ve ne meraklı ki Allah subhanahu teala Bakara suresinin Ramazan ayetleri barında 183. 187. ayetler ve bir ayetinin sonunda Allah subhanahu teala böyle buyura demek orazanı tutup وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Eğer de siz bunlarını yapıp gerek olan günlerini geçirip beni tebriklep bayram karşılap işte geçseniz belki de siz şükür edersiniz diye. Meraklı ki ne için demek Ramazan ayı oraza bizni şükürdar edebilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulillah. Elbette ki her bir Müslüman Ramazan ayında şükür etmeye öğreniyor. Ya da Allah'ın nimeti ne kadar insana yükseğine anlay. Çünkü Ramazan ayı bu pek bağlaban medresedir. Ve şükür olmasını insan Ramazan ayında öğreniyor. Çünkü Ramazan ayında orazayı tutan vakitte insan su içmeyi istey, aşamayı istey ve o vakitte o insan anlay ki Allah subhanahu ve teala bu insana nimet verdi. Şimdi iftar vakti gelse bu Allah'ın nimetlerini insan aşamaya ve içmeye olur inşallah. Lakin bazı bir insanlar var ki fukara ve miskin insanlar. Onların imkaniyeti su içmeye isteseler de imkaniyetleri yok. Ve öyle de Ramazan ayında iftar yapmaya isteseler ki yapıp olamazlar. Onun için Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge Ramazan ayında şükürdar olmasına bizden istey ve bizlerini öğrete bu şeyi. Ve asıl da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baksan çok yerlerde Allah subhanahu teala buyurar ki misal وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ve boğa oşağan ayetler demek ama insanların çokusu şükürdar değiller di Allah. Asıl da niçin insanlar öyle alga dalalar? Hakikaten sahip baksak da Allah'ın bizge bergen nimetleri pek çoktur. Ama ne için insan şükürden uzaklaşa? Elbette bu şey imanla bağlıdır. Çünkü Allah subhanahu ve teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sizge nimetini hesaplamaya isteseniz ki yapıp olmazsınız. Yani Allah'ın insana o kadar çok nimetler var ki insan bu nimetlerini hesaplamaya istese yapıp olmaz. Ve her bir insan Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'ni bizlerge indirdi ve Peygamberimizi bizge verdi. Bizlerini öğretmek için biz şükürdar olmağınıdır. Çünkü tekim insan Allah'a şükür etse o vakit tekim insan Allah'ın nimetini duyar. Ve bu mesele imanın bağlıdır. Misal için bakın biz Allah'a şükür bugün turduk. Gözlerimizi açtık. Nefesini almaya imkaniyetimiz var. O vakitte bu nimetini duysak ki, görsek ki ve desek ki ey Allah'ım sana şükürler olsun ki o vakitte bu insan
Allah'a daha da yakın ola. Lakin bazı bir insanlar ki ne kadar nimet Allah'ın nimetlerini duymasa ya da ona gelmesi, o vakitte bazı bir insanlar deyirler ki bu ben yaptım mı? Ve o vakitte bu insan Allah'a şükürünü ne olğanı evet bilmez ki. Çoksu insan değil. Mesela için para kazandı, ev aldı ya da araba özünü aldı ya da bir balaban vazife özüne yani nasip oldu. Değil ki bu men ki. Yani men bilgili insan, bilgen insan, onun için ben bunu kazandım. O vakitte bu insan öyle etken insanı o vakitte Allah'ın nimetini duymayı ve unuta ve o vakitte şükürler olmay. Çünkü bakın mesela için Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Faraon hakkında ve onun dostların hakkında ne dedi ki? Hepsi ular dediler Allah ularga baylık verdi. Lakin onlar ayttılar ki men bayım çünkü men bilgili insanım. Men bayım çünkü men kazanmağa bileyim. O vakitte bu insan o'zining kibirliğine ko'rsatsa Allah'a o vakitte bu insan şükür olganını bilmez ve şükürdar Allah'a olmaz ki. Bu mesele imanla bağlı. Ya aslında böyle şükürdar olmak için, bu bütün nimetlerini ağnamak için bizge ne yardım edebilir Süleyman Hoca? Siz en baştan Peygamberimizin hadisini aytıp geçtiniz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi, senden az olgan insana ya da senden ifak olgan meselesi yani senden fıkari insana bak. Yani senden az olgan insana bak. Sizden büyük insanlara bakmanız Peygamberimiz dedi. Çünkü sen mesela için görsen ki bay insanı, vakit baylığını kıdıracaksın. Vakit aytacaksın ki mende yetmiyor. Ben isteyirim. İsteyen hiçbir vakit bitmez. Ve o vakitte Allah'ın nimetini duymasın. Lakin fıkari insanlara baksan, senden az o insanlara baksan ki sen görersin ki dersin ey Allah'ım sen o kadar bana nimet verdin. Misal için insan hasta insana baksa, misal için hasta insanı ziyaret etse ve onun ahvalını görse ki o vakitte değil ey Allah'ım sana şükürler olsun sen bana sağlık verdin. Sen bana imkaniyet verdin. Lakin insan yani başka bir insanlara, bay insanlara, varlık olgan insanlara baksa ki tek onlara baksa o vakitte vakit o'zining olgan Allah vergen nimetini insan duymaz ve vakit diyecek ki bana azdır. Bakın mesela için komşular insan ev kurdu. Onun mesela için bir katlı ev. Onun komşusu 2 katlı ev kurdu. Daha da bir komşusu 3 katlı evini kurdu. Bu insan bir katlı insan ne dey? Men de kurayım. Men kurup olmaz mı? Kurmaya başlay. Kurmaya başlagan vakit imkaniyeti yetmiyor. Ona ağır ola. O vakitte ağlanmaya başlayson ve o vakitte ağlanmaya başlagan son Allah'ın olgan ona nimetini duymay ve şükürdar olmay. Onun için vakit insan Allah'a şükürdar olmak için fukarilerge bakmak gerek ve bu bir insanın ondan az olgan insanlara bakmaya gerek. Ve elbette ki daima aytmak gerek ki ey Allah'ım men sana şükürler etem. Bana men ayak üstüne duram. Men görmeye imkaniyetim var.
işitmege imkaniyetin var. Bu sendendir. Ve sen benim Rabbim, ben senin kulun. Öyle insan dese ki her vakit Allah'ın nimetini duyacak. Çok sağ olun Süleyman Hoca. Bu meseleni anlatkanınız için. Hatırlatam, bizden canlı Bağda Ulemalar Şurasının yol başçısı Süleyman Hoca Hayrullah bulundu. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve bilemiz ki yakın vakitte Moskvada böyle apellasyon mahkemesi geçecek ve Krasnogvardeysk grupasının mabuslarını mahkemesi olacak ve buğa bağışlanған büyük onlarda dua iftar olup geçken bu siyasi mabuslarının xorantaları toplaşıp dualar etken Allah'a bu mesele çözülsün dep keliniz, nasıl geçkenini seyreteyik. Bugün bana restoran evinde iftar var eken, teklif ettiler, geldik. Saygılı ve hürmetli cemaatimiz, tutkan orazalarınız hayırlı ve mübarek olsun. Biz de gelip bana iftarga koşulduk. İftardan o günü Yasin okuldu. Bütün geçmişlerge bağışlanıp, bizim bütün mağbuslarımızga tez vakitte qaytmasına bağışlanıp ve tinchlik, emanlık olması için. Men balaban teşekkür bildireyim. Bu merasimni teşkil etken adamlarga Allah hayırlı tarafını, hayırlı niyetlerini hepsini yerine getirmesi için. Birliklerde görüşmek kısmet olsun cümlemizge. İşte Allah Teala yapkan dualarımızı, bizim vatandaşlarımızın kabul eylesin de bu mabuslar ve bütün diğer mabuslar tez vakitte evlerine kaytıp hepimizni kovandırsınlar. Ve bu zulüm getirgen halkımızga devlet kelgeni gibi yok olup ketsin. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve bu haqda meraklı ki Kur'an-ı Kerim'de çeşit türlü hikayeler var. Ve şimdiki dünyada böyle özünü Allah gibi saygan, böyle güç sahibi sayganlar gibi evvelde de var edilir. Ve böyle padişahlardan birisi bu Nimrud. Bazı rivayetlerge göre Nimrud'un mülkisi, царствосы demek en balabanlardan edi dünyada. Ve o onu padişah edi. Ve bu Nimrud'un İbrahim Aleyhisselam peygamberimiz sübetleşken. Ne hakkında geliniz dinleyek. Selamun aleyküm saygılı cemaat. Biz Ramazan ayına da yetiştik. Bu ay doğruyu ve doğrudan egri ayrılığın açık delilleri olgan Ramazan ayıdır. Ramazan ayımız mübarek olsun. Yani Ramazan ayı Kur'an gibi indirilgen aydır. Ramazan ayında Kur'an'ı çokça biz okuyuşumuz gerek ve Kur'an öğrenmeye tırışmamız gerek. Yani ben bugün isteyeyim Bakara Sure'nin 258. ayetini açıklamaya size. Yani bu ayette Allah Subhanahu wa Taala bize bu ayeti gösteriyor ki bu Nimrud'dan İbrahim Aleyhisselam'ın arasında olan dava hakkındadır. Yani biz bilişimiz gerek Nimrud kim? Nimrud bu kafirdir. İbrahim Aleyhisselam Nimrud'un vaktinde yaşayan ve İbrahim Aleyhisselam'ın boyunun borcuydu bu kafire Allah'ın kimliğini anlatmak. Ve bu kafir dedi ki ey İbrahim sen Allah'ın kim? İbrahim Aleyhisselam dedi ki benim Allah'ım hayat verici ve can alıcıdır dedi. Nimrud dedi yok o men hayat verici can alıcı. Ve çağırttı iki insan o insanlardan birisinin canını aldı öldürdü yani. İkincisinin hayatını kaldırdı. Ve öylelikten bu Nimrud istedi ki göstermeye yani gensini Allah sırasına koydu. Ama İbrahim Aleyhisselam Allah'ın yardımından İbrahim Aleyhisselam pek akıllı insan idi. Yani o peygamber, o Halilullah, o Allah'ın dostu. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Allah güneşi çıkarıyor ve garba girdiriyor. Sen garbtan çıkar güneşi dedi. Ve o yerde bu Nimrud şaşmaladı.
Şaşmaladı ve bir şey yapılmadı. Bu bize niye gösterdi sayılı cemaat? Bu bize gösterdi yani Allah'ın kim olganını ve insanın kim olganını. İnsan bu bir muhtaç, yaratılgan şeydir. Ve insan çok düşünmüyor. Yani bir baylık düşse, bay olsa insan, yani mal mülkü çok arsa insan bozuluyor ve bu Nemrut gibi kendisini Allah sırasına koymaya başlıyor. Ama aksine Allah o yaratıcı. Yani Allah'ın sıfatı o yok şeyden yaratır. Allah o bütün kainatı yaratkan, dünyayı yaratkan, bizleri yaratkan, hayvanları yaratkan, ösümlükleri yaratkan, denizleri yaratkan, dağları yaratkan. Ve bizim içimizdekini de Allah Teala biliyor. Bizim istеген şeylerimizi. Yani Allah o öyle kimsedir, o bir kimseye ve bir şeyge muhtaç değildir. Allah o birdir ve bizi yaratkan, biz Allah'a hizmet etişimiz için ve Allah'ın emirlerini becerişimiz için. Ama da bu Nemrut'a okşagan zalimler şimdi var ki böyle her zaman olgan olar. Kendilerini Allah sırasına koyuyorlar. Onun için bana Allah Teala bize bu Kur'an-ı Kerim'de yani bildiriyor. İbrahim Aleyhisselam kimdi? İbrahim Aleyhisselam bir Allah'a inanan peygamberdi. Nemrut kimdi? Nemrut bir kafirdi. Ama sonu ne oldu Nemrut'un? Nemrut onu Allah Teala gayip etti. Bir çirkin yola, bir çirkinin gücünden Allah Teala Nemrut'u gayip etti. Ve sonunda Allah Teala Kur'an bu ayette diyor ki Allah hainleri yani zalimleri hidayet yoluna alıp varmaz diyor. Sağ ol cemaat, bu Ramazan ayında şimdi biz bu ayda biz Nemrut'a okşamayız. Yani biz yaşlığımızda, biz kartlarımızdan eşitiydik. Ve bizim baba dedelerde öyle laf vardı. Bu insan Nemrut insan değil. Bu insan Nemrut insan değiller ve bir yaxşı ameller yapmagan insanlar. Yani biz öyle insanlara okşamayız. Biz okşayışımız gerek. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru yolu gösterdi ve Kur'an getirdi bize. Bu ay Ramazan ayında getirdi. Ve biz bu Kur'an ile yaşayışımız gerek. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti boyunca yaşayışımız gerek. Allah Teala'nın bize iyi bergen emirlerini becerişimiz gerek, yapışımız gerek, namazını ve oruçlarını tutuşumuz gerek. Bala çakalarımızı İslam duygusunda terbiyeleşimiz gerek. Ve öylelikten birlik ve kuvvetli oluşumuz gerek. Sağ olun sayılı cemaat. Allah sizden razı olsun. İşte sayılı teleseyirciler seyrettik böyle meraklı video levhanı. Allah Teala Dilever Halilov'nin Saurçı koyunun imamının razı olsun. Bizge tarif etti bu Kur'an'da kelgen hikayeni. Ve bakınız nasıl İbrahim Aleyhisselam Allah'ın peygamberi öz hikmeti ile bu kibirlengen insanı, kibirlengen padişahını özünü yerine koydu. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve şimdi biz Kiev'den Geniçesk şehrine uçup ketemiz ve anda Edem Basnayev Geniçesk şehrinin imamı bizden canlı bağda. Selamun aleyküm Edem ağa, hayırlı akşamlar. Assalamu rahmetullah ve berekatuh. Aleyküm selam. Edem ağa, Ramazan Geniçesk'e de barıp çıktı mı? Ramazan muhitini duyasız mı? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah mebâ. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun ki bizler de bu yıl Allah'ın izniyle elhamdülillah bu mübarek Ramazan ayını gördük ve Allah vergen fırsatının geçiremez. Elhamdülillah, şükürler olsun. Hep çıktı elbette. Aslında nasıl geçi ay? Sizde de bu karantin şarayetleri mi, teravihler, iftarlar geçirmege imkan var mı, yok mu? Evet, bu pandemiye olğanı, karantin olğanı bir taraftan da geçirilen iftarlar ama evvelki bir zaman evlerde geçirilen mesela biz başlayan zamanlarda 20 yıl, 15 yıl evvel camileri olmayan zamanlarda evde kartlarımız toplaşıp evde iftarlar verirdiler, dua okup oylarımızı anlayan gibi. Şimdi şöyle de vaziyetteyiz. Elhamdülillah namazlarımız geçiriyoruz, Allah'a şükür olsun.
Aslında siz көргеніңізге көре, bu yılı geçken yıllarga göre oruza tutkanlarının sayısı arttı mı ya da yok? Elhamdülillah pek çok yaşlarımız orucunu başladılar. Allah'a şükürler olsun. Çoklaşa, elhamdülillah yıl çoklaşa. Aslında men böyle insanlar var ki kimler düşüneler başlayamım ya da yok, becerip olar mı, tübünden çıkıp olar mı ya da yok. Böyle şüpheler peyda olganlar insanlar da var. Aslında onlarga ne aytar ediniz, nasıl tefsirler berer ediniz? Şimdi elbette kim mübarek Ramazan karşılap da ve orasını tutmağın olsa elbette yazıklar olsun ve öyle tavsiye ettim. Bu rahmet, mağfiret veya cehennem azabından azat edilgen ayı ve elbette bu ayda tutup olamamız diye insanlar böyle vesveseden kaçsınlar ve elbette yılın içerisinde bu hazırlık baksınlar bu ayda. Niye? Elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet oruçları var ve mesela 3 ay mübarek aylar başlarında da öyle hazırlık bakmak gerekmez. Mesela pazar ertesi, cuma akşamı ve ayın ortasına 3 gün oruca tutup öyle özümüzün, bedenimizin öyle hazırlık bakıyor. Ve elbette öyle maddi yaşayışında işlerimizin birazcık düzeltip ve bu Ramazan ayın inşallah ayların sultanı, çünkü Allah subhanahu teala gelecek yıla fırsat verecek mi vermeyecek mi Allah bilir. Onun için elbette tutmadan olmasanız veya şimdi 8. gün belki düşüncenizi değiştirirsiniz ve bu fırsatını kaçırmazsınız inşallah. O zaman çok... Buyurun. Çoksa mesela aytalar su ve açsız olur, çıdar. Ama kimisi çoksa sigaret çıdap olamaz değiller. Yazık ki bu böyle Allah bergen bizlere nimetten bu bir sigaret için cöyalar. Onun için rica ettim. Yaşlarımızda ve diğer tutmayan insanlar rozasın mukayyet olun ve dikkat olun bu şeylere. Çünkü Allah bilir gelecek yıl fırsat olur mu yok mu bizlere. Bu en önemli birinci kısmı Allah'ın rahmeti. İkinci kısmı mağfireti. Günahlarımız bağışlayacak. Çünkü biz aciz günahkarımız. Elbette yaşamında bilip ve bilmeyip günah işliyoruz. Ama en önemlisi cehennem azabından azat olmak. Niye? Çünkü hepimiz biliriz ebedilikle kavuşacağız. Eve kavuşacağız. Ve elbette en önemli cehennemde varmamak için bu fırsat işte Allah'tan. Onun için dikkatli olunuz cemaat. Edem ağa, aslında Ramazan ayında siz imam olarak nasıl tefsirler eder ediniz, en güzel ameller ne yapabilemiz? Aslında çok şey yapmak mümkün ama hepsi böyle konsantrasya olarak nege dikkatli olmak gerekmez? Şimdi İslam şartlarından birisi ve insan iman etti mi, tasdik etti mi ve ikrar etti mi dilinin elbette bütün mezheplere göre ameller yapmak zorunda. Amellerle bu imanını kavilleştirmeye. Elbette birinci İslam'ın ikinci şartından namaz kılma. Pek önemli ve ahirette de birinci sorun namazdan olacak. Elbette birinci bu en güzel amel insan namaz kılmayı mı ve niyetinde olsun ve birinciden namazın başlasın. Ondan sonra elbette orazasın, tutup başlasın. Bu da İslam şartlarından. Elbette Allah'ın hakkın yerini odasın. Ve elbette bu dünyada şimdi siz de başından aytan gibi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ayettiği hadisinde
Özünüzden alçak soylarınıza bakınız. Ve elbette fukareleriniz pek çok. Ve bu fukarelere elbette sadakalar bu mübarek Ramazan ayı içerisinde böyle hayır işler işlemek Allah yardım etsin ve bu işlere dikkatli olarak elbette dinimizde böyle öğrenip ve dinimizi kütmek tavsiye ederim. Bu pek önemli çünkü bütün hayat dinge bağlı ve elhamdülillah biz Müslüman olarak, Kırım Tatar halkı Müslüman olarak elbette birinciden din bilgileri bilip Kur'an okuma, öğrenip inşallah ve tefsirlerin bakıp hayatımızda Peygamberin sallallahu bizleri öğretken gibi öyle kullanmaya böyle tavsiye ederim bu ameller. Elbette şeriatka göre inşallah. Çok sağ olun Sedem Bey. Bizden bağlanğanınız için Allah Teala tutkan orazalarımızı, yapkan ibadetlerimizni, cümlemizni kabul ve makbul eylesin. Biz ise yayınımızı devam etamiz sayılı teleseyirciler ve şimdi tafsir rubrikasına geçmek isterim. Hatırlatam bu Ramazan ayı devamında biz Mulk Tebareke suresinin manalarını anlamağa tırışacağız ve bugün 7. 8. 9. ayetlerinin manasını keliniz dinleyik. Esselamu Aleyküm saygılı, hürmetli din kardeşler, seyirciler. Ramazan rubrikamızga hoş geldiniz. Ramazan bereketi tefsir dersimizde Tebareke Mulk suresini geçeceğiz ve bu tefsir dersimizde 7. ayetinden 9. ayetine kadar açıklayacağız. İşte Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء İn antum illa fi dalalin kabir. Sadakallahul azim. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. İza ulqu fiha semi'u laha. Onlarını, cehennem ehlini, cehennem adamlarını cehennemge attıkları vakit onlar şöyle eşitecekler. Şehikan sözü, Şehikan İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmaktadır. Şehikan sözü, eşeknin arpanı korgeni vakit çıkarganın sesine benzetiyor. Yani cehennem onlarını korgeni vakit öyle bir ses çıkaracak ki onlar şaşacaklar ve korkacaklar ondan. Vahiye tefur. Tefur da sözü alimlerin aytkanları gibi bir tencerenin, bir tavanın kaynağını gibi, ateşte yanğanı gibi, ses çıkarganı gibi öyle bir ses çıkaracaktır. Düşününüz ki öyle bir ses olacak ki cehennem adamları onu korgenleri vakit o kadar korkacaklar bunu. O kadar şey yapacaklar ki cehennem onlarını çağıracaklar. Geliniz, geliniz, ben sizlerini yeneceğim, aşacağım, yakacağım sizlerini, geliniz. Yani böyle bir korkunç bir vaziyet olacaktır o anlarda. Sonra Allah-u Teala devamında şöyle açıklay. Tekadu temeyyezu minel gayz. O cehennem ateşleri, o cehennem alı öyle bir şey yapacak ki özünden yani cehennem açıklığından dolayı öyle bir şey olacaktır. Parça parça olacaktır. Yani cehennem öyle bir özünü gösterecek ki sanki o patlayacak gibi olacaktır. Yani bunda Allah-u Teala cehennemin tasvirini yaparken insanlarını korkutmaya çalışıyor. Yani siz bu dünyada yaşaysınız, hadi düşünün ki yarın neler olacak. Yarın o günge gelgeniniz vakit, o cehennem alına gelgeniniz vakit öyle bir alga olacaksınız ki cehennemin ne kadar korkunç bir vaziyette, ne kadar öyle azametli bir şekilde insanların özüne çekeceğini siz onlardan göreceksiniz. İşte Allah-u Teala bizlerini bu dünyada cehennemin alından korkutacaktır.
Allah-u Teala devamında şöyle ayta. Kullama ulqiya fiha fawcun. Cehennem adamları, yani cehennemde yanacak adamlar, fevc yani bir grup kelgenleri vakit, cehennemge atılganları vakit, sa'alahum hazanetuha. Onlardan zebainler, yani cehennem melekleri soracaklar. Alam ya'tikum nezir. Sizlerge acaba peygamberler, uyarıcılar gelmedi mi? Bu cehennemin alından korkutkan dünyada peygamberler gelmedi mi? Öyle bir sualler yapacak. Yani bunda aslında Fahruddin Er-Razi şunu anlatmaya çalışıyor, açıklay bu ayeti. Yani onların alı, yüzleri kapkara olacaktır. Onların utanç şekilde yaşayacaklar o alını. Ve o allarda, zavallı bir allarda Fahruddin Razi ayta ki Allah-u Teala bunu onlara bir ayıplama şeklinde olacaktır. Yani insanlar için adamlar bir yaramaylık yaptılar. O allarda utanç şekilde geldiler cehennemge. Bir de melekler onlara soracaklar. Sizge bu allarga gelgeni vakit sizler dünyadayken sizlerge kimse anlatmadı mı? Yani siz ne yaptınız ki bu alga geldiniz manasında. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Bu aslında bir utanç bir vaziyettir. Allah Teala hepimizni bu utanç vaziyetten kurtarasın inşallah. Ayetin devamında onlar bu meleklerge cevap olarak bu cehennem ehli şöyle aytacaklar. Qalu bela qad ja'ana nazir. Evet doğru. Bizlerge yani dünyada peygamberler geldiler. Yani uyarıcı bir peygamber geldi ve bu cehennem azabından korkutkan bir peygamber geldi ayttılar. Cevap verdiler. Fakat yalnız bizler fekezzebna. Biz onu yalanladık. Devamında şöyle aytalar. Ve kulna ma nazzalallahu min şey. Ve ayttılar ki dünyada peygamberlerge cevap olarak biz onlarını yani peygamberlerini yalanladık. Peygamberlerini getirgeni kanunlarını neday dünyada yaşamak gerek olganını yalanladık. Yani Allah'ın istemegen şeylerini de yalanladık biz. Yani Allah'ını inkar ettik. Devamında şöyle aytalar. İn entum illa fi dalalin kebir. Bir de bununla yetinmeyip, bununla kalmayıp ne yaptılar bunlar? Peygamberlerge cevap olarak şöyle ayttılar. Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz. Yani yolunu şaşırdınız, yolundan uzaklaştınız, yolunu joyttınız manasını siz peygamberler böyleysiniz. Yani biz aslında dünyada şimdi yaşayımız, hepimiz böyle Allah'ın da yaşayımız. Yani insan bu dünyada Allah'ın buyruklarını, Allah'ın istegenini yapkanı vakit, emirlerini yerine getirgeni vakit ve yaramay olan şeylerin yani haram olan şeylerden uzaklaşkanı vakit biz göremiz ki hepimiz öyle bir insanlar tapıla ve bizlerge aytalar hepimizge. Yani sizler doğru yoldan uzaklaştınız. Siz böyle yaparken bizden uzaklaştınız. Biz böyle alıştık yaşamaya bu dünyada. Lakin sizler farklı yaşaysınız. Yani bizden ayırasınız, bizlerini uzaklaştırasınız, birliğimizni bozasınız gibi sözler, ifadeler getirmektedir. Allah-u Teala bunlara misal olarak getiriyor. Bu ayetlerden biz anlayamız ki o cehennemde olan insanlar yarın bugün özlerini yalanlarını, özlerinin küfür olan sözlerini, inkar etken sözlerini onlar özleri itiraf ettiler. Özlerinin boynuna alalar. Biz böyle şeyler yaptık ve bizler peygamberlerini Allah'ın emir etken şeylerini de yalanladık ve peygamberlerini de inkar ettik. Sözlerini onlar özleri yarın o günlerde itiraf edecekler. Bu ne kadar bir zavallı bir iştir. Allah-u Teala bizlerini, Müslümanlarını birlik içerisinde yaşamaya, Allah'ın istegen gibi yaşamaya nasip etsin. Ve bizlerini bu günlerde Ramazan ayının bereketiyle bereketlendirsin ve bizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizge layık bir gelişkin bir ümmet alına getirsin ve bizlerini onun altında toplansın inşallah.
Ramazan ayı bereketi hayırlı olsun cemaat. İşte sayılı teleseyirciler, seyir ettik tafsir rubrikamızını ve hakikaten bu ayetler cehennem ateşi hakkında eşitkende iman etkeninin yüreği Allah korku ile dolmak gerektir ve Allah Teala bizim hepimizni bu muşkul cehennem ateşinden azabından uzaklaştırsın ve bu mübarek Ramazan ayında cehennem ateşinden kurtarılganlardan olmağa eylesin. Ve yayınımızı devam etemiz ve şimdi Kırım bizden canlı Bağda Seyitler kasabası ve bizden Molla ve Faal Server Temirkalayev canlı Bağda. Selamun aleyküm Server Bey. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar olsun. Ramazan ayında bulunamız Server Bey. Nasıl da duygularınız nasıl? Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah Teala bizlerge nasip etti bu mübarek Ramazan ayına sağ selametlikte yetişmeye. Duygularımız elbette elhamdülillah pek yüksek aldadır. Çünkü bu merhamet ayı Allah tarafından indirilgen Kur'an-ı Kerim'in ayıdır. Hem de bizler elhamdülillah bu mübarek ayda Allah'ın emirlerini yerine getirmeye daha ziyade tırışıp Allah'ın indirgen kitabını okup yüreklerimiz elhamdülillah canlana desek, güçlene desek yeri olacaktır. İşte böyle geçiremiz elhamdülillah bu mübarek Ramazan ayını. Asıl da sizden menimce böyle Ramazan ayının bağlı mühim meseleni müzakere etmek isterim. Çünkü menimce bu akta bazı eksikler var. Bazı bizim vatandaşlarımızda Allah Teala Ramazan ayetlerinde buyura Estaizu billah ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. Ve eğer de onlar oruza tutmağa güçleri yetmegenler bir fakir toyacak kadar fidye bersinler di Allah Teala. Ve birinci sualim asıl da güçleri yetmegenler dinimizge göre bu kimler sayıla? Kimler demek oruza tutmamak akları var? İşte bu sualin cevabı bölmek lazımdır desem. Misal için adam oruza tutmay yolcu olgan. Ama evge kayıp gelgenden son boynu borcu olgan oruzanı yerine getirmek gerek. Misal. Ama öyle insanlar var, dereceleri başka. Nasıldır? Bu böyle kastacan adamlar. Kastacan adamlar hastalıkları uzak böyle çıkanda çok hastalangan adamlar. Öyle adamların işte Allah tarafından ruhsatı var. Öyle adamlar orazasını misal için tutmaylar ve öyle adamlar Allah'ın emirlerine göre fukarelerin aşatmak borçludurlar. Ve asıl da keçken yılları da bilem ki Kırım'da olganım vakitları işte kartlarımız kim oruza tutup olamaydılar bu fidyeni bilip işte adamlarını misal olarak iftar geçirtip aşağı edilir ve ama bu ayette nege dikkatimiz celp etili ta'amu miskin demek her bir insanı aşatsan sayılmaz demek tek fukarelerini, miskinlerini tapıp onlarını aşatmak gerek eken her gün için. Ve ende mında sual peyda ola miskin fukare insan o kim nasıl onlarını tapacağımız bugünkü günlerde? İşte ben bellesem bu cidden adamlar yaşayan yerlerinde köyleri olsun misal için kasabaları olsun cemaatin bile. Şimdi bu cemaatin içerisinde kim nasıl aldı olganı da bile. Hiç olmaganda bilmek gerek. Hem de bilip o adamların tapıp işte öyle adamlarga oraza tutması yengil olsun deyip, yengilleştirsin deyip Allah'ın emrini yerine getireyim deyip
öyle adamların işte aşatmak gerektir diyeceğimiz. Ve aşatmak mında ayette aytıla, bu da meraklı mesele. Aşatmak mülkün işte bir kesek ötmekten bir filcan sunen ya da işte şaşlık, pilav ve ilahire. Aslında mında kararı nasıl? Demek insan misal endi pek kartoldu oraza tutup olamay ya da çözülmegen bir hastalığı var tutup olamayacak orazan. Demek 30 gün oğa gerek öyle insanlarını aşatmak. Endi nasıl aşatacak? Kararı nasıl? Ötmekten su ya da işte güzel nizetli aşılar. Çeşit türlü oladı. Endi men bellesem Setmer efendim adam Allah'ın emrini yerine getirgen zaman en güzel şekilde getirecek. Buna elinden ne kadar gelir? Gönlünden ne kadar çıkar? Allah o günde ihlaslı yürek ile Allah'ın emrini yerine getirmek gerektir. Böyle ettiğimde ne olsa olur deyip boş ver deyip etilmeyecek. Çünkü bu Allah'ın emri. En güzel şekilde edilecektir Allah'ın emri. Hem de ben misal için evde nasıl aşım var, nasıl aşılar aşasam, hiç olmaganda öyle aşılar ile aşatmaya tırışacağım. Ama ondan da ziyadesini vermek isteyeceğim. Allah'ın emrini en güzel şekilde yerine getirmeye tırışacağım. Öyle adam etmek gerektir. Öyle edecektir. Allah'ın razılığına yakınlaşayım. Allah'ın sevabını kazanayım. Bu fidyeni en güzel şekilde vereyim deyip adam tırışmak gerektir. Bu pek büyük bir sualdir. Pek önemli bir meseledir. Onun için bu meseleye, bu sualge kulak asıp Allah'ın emrini güzel şekilde yerine getirmek gerektir. Ve mında da peyda ola sual, gerde aş aytıldı ayette. Demek tek aşnen gerek mi bu fidyeni vermek ya da misal sen paranı beresin aytasın işte var meni adımdan işte o kadar aş da al aşa bu benim fidyem ya da paranın de mülkün vermege. Mümkün, evet mümkün vermeye paranın de. Paranın de mümkün vermeye. Ne kadar adamga gerek oturup aşama, güzel aşama misal için. O kadar işte parasını verip adamı da aşatsan öyle de ola. Mutlaka men mınası aş getireceğim de men aşım aşa deyip bugün diye deyip işte adamın aşattıracaksın ya da parasını verip aşattıracaksın ya da misal için aşını verip aşattıracaksın. Bu önemlidir. Aşattırma. Ve yazıklar olsun ki orazanı nasıl balaban sevapları var kim o tuta orazanı ama kim orazanı tutmaydı onu balaban büyük bir günahı var. Aslında böyle insanlar var ki bir gün orazanı bilip de tutmaganın cezası aytalar 60 gün oraza tutacak ya da 60 fukareni aşattıracak. Ve gerçi insan misal istemese tutmağa orasanı ayda 60 adamı 30 gün birbirine hoşasın 1800 ola. 60'a 30'nu çoklaştırsan. Demek ben 1800 adam aşatsam demek mağa oraza tutmağa olmama imkan var demek fikrine ne dersiz? Bu pek muşkul fikir. Pek yanlış fikir. Kimin aldatmaya tırışar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şehru Ramazanellezî Allah Teala Ramazan ayında yol gösterici kitap indirdi deyip ayette veri Allah Subhanahu ve Teala. Ve bu yol gösterici kitapta Allah Teala o'zun emirlerini bizge bildirdi. Ve bu emirlerge göre ya eyyuhellezîne amanu kutibe aleykumus siyam. Allah Teala bizlerge buyura ey iman etkenler sizlerden ogni olgan kavimlarga farz kılındığı gibi Ramazan ayında orazanız sizlerge de farzdır diye Allah Teala. Bekimde takva sahipleri olursunuz. Allah Teala gösterdi. Adam Ramazan ayın oraza ile geçirecek. Güç kuvvetli, sağ selametlikte olsa adam men boş vereyim, men tutma istemeyeyim, adam aşattıracağım dese bu yanlış fikirdir.
Çünkü adam aşattırmak, karen aşattırmak bu çaresi olmagan. İstey adam tutma. Ama hastalığı öyle büyüktür ki tutup olamay. Şimdi ne yapayım ben? Nasıl men bir yolum var bu emrin yerine getirmeye? Mınasa böyle bir yol var. Misal için adam aşattırmak. Ama adam sağ selametlikte, güç kuvveti yerinde olsa misal için adam men istemeyeyim tutma, men adam aşattıracağım dese bu pek yanlış fikirdir. Ve Allah Teala'nın emri oraza ile geçirmek Ramazan ayı. Böyle ama para vereyim de aşattırayım de bu yanlıştır. Çünkü Allah bizim yaratıcı Rabbimiz o kanun indirgen. Ve o kanun yerine getirmek için Allah tarafından indirilgen. Ve bizler kul olarak Allah'ın emrini birden yerine getirmek gerekli. Semi'na ve ata'na gufranake Rabbana ve ileyken. İşittik ve buna etemiz Allah'ım. Öyledir. Öyle Allah kul olmak gerek. Ama böyle Allah'ın emrine boş ver, kulak asma, bir şey olur deyip geçirse bu adam özün Allah olduğunda bir kıyın vaziyette geçirir. Ağır vaziyette geçirir. Hem de sorumlu olacak. Allah olduğunda sorumlu olacak. Allah bizim aşımızda, bizim paralarımızda muhtaç değildir. Allah Teala'nın emrine boysunma bu pek büyük bir önemli sualdir. Ve bizler bu ayın Allah Teala'nın emri olganı için oraza ile geçirdik. Oldu başka yoktur. Adamda bir yol. Tek hasta olsa o zaman vardır. Mesele. Çok sağ olun Server Bey. Bizden bağlanğanınız için Allah Teala bütün bizim tutkan orazalarımızı, yapkan ve yapacak ibadetlerimizni, dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Amin. Ya Rabbim Allah'ım. Allah razı olsun. Saygılı teleseyirciler, şimdi biz Seyitler Koyunun mollasının Server Temir Kalayev'nin bağlanıp suhbetleştik, ama yazıklar olsun vaktimiz bitmekte ve sizden sağlıklaşmak mecburiyetten. Allah Teala tezden birkaç dakikalardan iftar vakitleri başlayacak. Dualarımızı etip, ağızlarımızı açıp Allah'a şükürler ettik bu günümüzge. Bu gün biz yaşayımız, bu gün içerisinde iman sahibimiz, bu konu içerisinde oraza tutkanlardan iyimiz ve bu konu aş, su olgan insanlardan olamız. Buğa hepsine şükürler bildirik Allahu Teala. Ve yarın saat 18'de gene de Ramazan Bereketi programmasına sizni davet etim. Eliklerde görüşeyik. В окупованому Криму черговий обшук. Сьогодні у 2-й годині дня окупанти вдерлися до будинку батьків кримського татарина Сейрана Таймазова в селищі Кишлав Білогірського району. Силовики звинувачують його в участі в батальйоні імені Номана Челібічихана. Чоловік у 2016 році переїхав до Києва, бо не хотів жити в умовах окупації півострова. Наразі займається підприємством. За його словами, 2 тижні тому додому його батьків вже приходили 2 невідомих та цікавилися, чим займається чоловік. Згодом стало відомо, що ті ж люди взяли характеристику на нього в окупаційній міській раді. С эту минуту, на этот час, у меня нету никакой информации, что в доме происходит, потому что, связи нету, с близкими знакомыми тоже нету. Я всю информацию узнаю от Facebook. Если вот люди там, которые, пришли, собрались, çok sağ olun, конечно, олара, я от них эту информацию только и беру. Під час обшуку ФСБівці нікого не пускали додому, а після себе не залишили жодних документів. В общем, протоколов никаких они не оставили, составляли либо нет, нам неизвестно. Осмотрели жилищное помещение, опросили родителей по поводу сына, куда он уехал, зачем он уехал, когда уехал и так далее. После чего осмотр завершился, и сотрудники ФСБ вместе с понятыми покинули данное мероприятие, и завершили и уехали.
Штраф за згадку Меджлісу. Окупаційний мировий суд Сімферополя оштрафував головного редактора газети «Херем» Бекіра Мамута на 4 тисячі рублів. Його звинуватили в зловживанні свободою масової інформації за публікацію доповіді ООН, в якій згадувався Меджліс кримськотатарського народу. На думку Роспотребнадзору, в доповіді Антоніо Гутерреша щодо положення в області прав людини в Криму повинна була бути редакторська примітка, що діяльність Меджлісу заборонена у Росії. Окупанти заборонили представницький орган кримських татар ще у 2016 році, а у 2017-му Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу. Росія це рішення проігнорувала. За словами юристки Хатиджи Мамут, публікація доповіді посадової особи, повноваження якої визнані у Росії, звільняє редактора та журналіста від відповідальності. Бекір Мамут має намір подавати апеляцію на рішення окупаційного суду. Ми будемо апеллировать, ми отримали штраф 4 тисячі, це мінімальне по цій нормі, часть 2 статті 13-15. Разумеется, мы будем обжаловать по всем инстанциям и, скорее всего, дойдем до Европейского суда по правам человека и уже там послушаем, как Российская Федерация рассказывает о том, как она не признает полномочия Генсека ООН. Будет любопытно. Это уже процесс, по большому счету, направлен на то, чтобы бороться с газетами, которые пишут на крымско-татарском языке, пишут правду, а не те заказные материалы, как ряд других. Ну, то есть вначале это по традиции может быть админ, протокол, какой-то штраф, потом дальше больше. В Пентагоні вимагають пояснень від Росії щодо скупчення військ на кордоні з Україною. Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі закликав Москву припинити провокації та знизити напругу. Для початку, каже, Росія має чітко пояснити свої наміри. І додав, що США не впевнені, що мілітаризація кордону та окупованих українських територій пов'язана з маневрами. За словами Кірбі, Росія зібрала найбільше угрупування з 2014 року. Я не називатиму конкретну чисельність чи формування військ з точки зору нарощування російських сил. Ми за цим слідкуємо, це нас дуже стосується. І ми не віримо, що таке нагромадження військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму сприяє безпеці та стабільності. Тому вкотре закликаємо Росію припинити провокації та сприяти стабільності. Подарунок на роковини окупації. 25 бойовиків з так званого народного ополчення Криму жаліються на окупаційну владу півострова. Кажуть, їх женуть з гуртожитка на вулиці Руській в Сімферополі. У 2014 році вони допомагали окупантам штурмувати українські військові частини та підприємства, за що й отримали кімнати. Занедбане житло без світла, води та каналізації відремонтували власним коштом. А зараз окупаційна влада Сімферополя вирішила, що 13 родин бойовиків незаконно загарбали міське майно. Іншого житла вони не мають, грошей, щоб винаймати квартиру, теж. Тепер записують відеозвернення до Путіна, Аксьонова та російського куратора так званого ополчення та депутата Держдуми Михаила Шеремета. После того, как мы суды начали проигрывать, мы обратились за помощью к Михаилу Сергеевичу Шеремету. Он разрешил 10 человекам прийти на встречу. На встрече задавались вопросы, на встрече задавались вопросы ему, как, куда нам идти, на что, был конкретный ответ. При Украине вы где-то жили, живите, возвращайтесь туда и живите. Совмин давал ответ, что здесь проживание невозможно. Предлагает нам стать на очередь как малоимущая семья, что полк Совмин не располагает данными, на каком основании мы сюда заехали, и вообще, что это является самозахватом. Проти репресій та війни з Україною. Активісти ініціативи «Стратегія-18» вийшли з одиночними пікетами на вулиці російського міста Виборг. В руках тримали українські та кримськотатарські національні прапори і плакати з вимогою припинити російську експансію в Україні. Також закликали росіян протестувати, щоб не допустити нового витка агресії, оскільки їх діти та онуки стануть заручниками імперських амбіцій, кажуть активісти. Самое время начинать говорить о
хотя бы для начала остановки дальнейшей экспансии. А в принципе наши требования как с 2014 года были однозначны. Это полная деоккупация территории Украины, включая Крым, который по всем международным стандартам считается зоной оккупации, из которого, в общем-то, началось вторжение. И полный вывод, естественно, войск со всех территорий Украины, включая оккупированный Крым. И вот те репрессии против крымских татар, о которых мы обычно говорим по 18 числам, они одним из первых и самых таких вот заметных для международного сообщества следствий этой войны. Нужно заниматься не агрессией, а наоборот вывести имеющиеся войска из Украины, включая Донбасс и Крым. И в качестве вот предупреждения, что мы вспоминаем все эти режимы, которые обычно начинали захватнические войны. Это и гитлеровский режим, и другие режимы. И очень плачевно кончали свою жизнь эти режимы. И в случае начала этой войны мы будем желать победы в ней, естественно, жертве агрессии народа Украины. Кількість активних хворих COVID-19 в Україні зменшилася. Минулої доби зареєстровано 8940 нових пацієнтів, ще 12075 одужали. А 367 українців померли внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що пік третьої хвилі коронавірусу позаду. Каже, минулого тижня зафіксовано на 13,5 тисяч менше хворих, ніж позаминулого. Проте нарікає на брак вакцини в світі та зрив контрактів на постачання її до України. Попри це, впевнений, що до кінця року щеплення отримують 70% українців. Ми думаємо, що ситуація покращиться вже в травні цього року. По-перше, ми очікуємо, ще раз наголошую, закриття тих контрактів, які в нас вже є. Це 1,5 мільйона доз вакцин від компанії Serum Institute, це AstraZeneca Covishield, і 1 700 000 доз вакцин від компанії Sinovac. Окрім того, ми очікуємо на перші поставки вакцин від компанії Pfizer, а також за ініціативою COVAX. А окупаційна влада Криму звітує про 120 нових випадків COVID-19. Ще 7 людей померли внаслідок хвороби. Окупанти били з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Південного на Донеччині. Неподалік Авдіївки гатили з мінометів 120-го, а біля Майорського – 82-го калібру. Також в районі Зайцевого ворог намагався дистанційно мінувати українські позиції. З протитанкових гранатометів запускали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. В лавах об'єднаних сил втрат немає. А у ворога минулого тижня чимало загиблих і поранених, кажуть у розвідці. Від сьогодні на окупованих територіях активно вербуватимуть місцеве населення до війська загарбника. Так звані військові комісаріати окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов'язані протягом 10 днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово. Також відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника. Минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації склала 7 безповоротних, 16 санітарних. Selam алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгыл АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасыны Сейф АТР Қырымның сесі яйында олмалы марафон черчевесінде сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ve Nevbeteki Qırıqdaqa devamında Qırım ile bağlı sonki haberlerini müzakere edecekmiz. Siz de bizim yayınımızға qoşulabilirsiniz. Ekranlarınızға rejissörlarımız telefon numarasını taqdim eti 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızға qoşulmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz ve video baxını stüdyamızға telefon açabilirsiniz. ATR.tv bizim adresimiz. Biz canlı yayında çalışamız. Saygılar arkadaşlar, müzakere etmege istegenimiz esas meseleler sırasında elbette ki işgal etilgen Kırım'da ötkerilgen baskılar ve mahkemeler
Бүгін мәлім болғаны ки бір Қырым татарын еві Сейран Таймазовның евіне işgalciler басып тінтувлерінен келді. Сейран Таймазов енді 5 жылдан берлі Украинаның анақтасында бұлынып мұнда өзінің ішінің тижерет ішлеріні алып бара. 5 жылдан берлі Қырымда яшамай ве шымды оның қорантасына бойле басқалар япылмаға девам етті. Алғанымыз берлерге көре Сейран Таймазовны Нуманчили Биджихан адына батальонында иштирак еткенінде хабатламақталар. Бұнен бераберлікте işgal етілген Қырымда Қырым татарларының лидері Мұстафа Ғаджимилев и Рифат Ағачубаровға қаршы япылған махкеме давалары девам етмекте ве Рифат Ағачубаровның махкеме даваларына Қырым татар миллиаркет иштиракчылары журналистлер шаат оларақ желп етілді. Шевкет Аға Меметов бізлешімді жанны бағда одамы Рифат Ағачубаровның махкемесінде ифаде берген. Шевкет Аға, селям алейкум. Алейкум селям. Шевкет Аға, біздерге тәфсилатларны тариф етменізні рижа етер едім. Сіз Рифат Ағачубаровның махкемесінде ифаде бердіңіз, не ақта сұраштырды сізні прокурор насыл жеваплар олды, не ақта тариф еттіңіз, аңлатыңыз? Біріншіден, епімізді ve sizlerini bakkan ve bizlerini көрген vatandaşlarımız bütün Müslümanlarını mübarek Ramazan ayının hayırlayım. İşte hepimizge hayırlı Ramazanlar olsun. Kuzaydın bayramlarını korumaya hepimizge yetişmeye kısmet etsin. Ve isteyim ki bu vatan hasretinden yaşagan ve bugün davamızda olan insanlarga da en ağır vakitlerde olganına bakmadan onlarga da pek büyükten büyük irade, kuş kuvvet isteyim. İşte onların çalışmalarını çok dikkatle takip etip baramız. Men nezaret etem, bazı şeylerini tahlil etem. Birçok sualler peyda ola, birçok şeyler rahatsızlay. Daha doğrusu aytayım, sevinilecek gibi, gururlanacak gibi meseleler yok. Afsus ki. Siz soradınız bu mahkemeler hakkında da. Men bu mahkemelerini devam ettirerek aytma isteyim. Bu fevral vakıyalarında 7 yıl evvelse bu Kırım Yukarı Şurası binasının karşısında olup geçken tedbirlerde elbette bizler jurnalistlerle beraber aklımızda olsa ATR canlı yayın olmargan edi. İşte bu yerlerde bütün bu kalabalıklarda iştirak etti. Mahkeme de olup geçken tedbirlerde hem kadı soradı hem de prokuror soray. İşte ben ayttim 3 balaban kasetaları var edi bu videolar. Eğer gerek olsa onlarını biz sizge verebiliriz. Çünkü bunu tetkik etken следовательler faydalandılar mı yok mu sizin suallerinize göre menimce çok faydalanman olsalar gerek. İsteseniz ben onların sizge daha bir kere ifadeli şekilde takdim edebilirim ve bazı şeylerini açıklayabilirim. Yok gerek mi bizde onlar var degen manada ayttılar. Lakin meraklı suallerin içerisinde siz iki defa Rifat Çubarov'un yanına gelip kulağına bir şey ayttınız. Sonra Rifat sizin çağırıp o da bir şeyler ayttı. Neler ayttı? Nasıldır bu binanı basıp almak gerek mi? Ya da içine insanların kırsetmek gerek mi degen sualler oldu. Ben dedim iki tane adam var ya bu tedbirin tinçlandırgan. Birincisi Çubarov olsa ikincisi Sergey Aksyonov oldu. İşte onlar eğer kan tökülmegen olsa bu insanların bundan büyük dava olmagan olsa demek bu insanlar bu şeyini teşkil edebildiler. İnsanlar kayıttılar. Lakin kelgen adamlar, onlarını mahsus getirgen adamlar ben sonuna kadar takip ettim. Çünkü onlar bu büyük avtobuslardan hem Keriç taraftan geldiler Kuban'dan hem geldiler Akhyar taraftan Sivastopol'den. İşte bu insanlarını mahsus getirilgeni. İşte benden sorarlar ya da nasıl bayraklar var edi. Bu insanlar nasıl ben dedim Kırım Tatarları Kırım Tatar milli bayrağını, Ukrayna bayrağını kotarıp geldiler. Lakin bu ikinci tarafta olanlar Rusya bayrağını kotarıp geldiler. İşte böyle bayraklar var edi. İşte birçok çatışmalar neticesinde bayraklar davaları da olup geçti. Lakin kimsenin burnu kanaganını görmedim. Afsus ki ben özüm de bu şeylerin içine karışıp insanlarga 1 metre, 2 metre çekilmelerini ve bunun beraber mahsus bundan bir koridor şekilde yol açılmasını ve ekimlerini mahsus gelmesini davet ettim. Koterinkli sesle. Aytma isteyeyim ki ben yanında Ahmet Şehir'in Kiev İçki İşler
İdaresi'nin yol başçısı ve Sentralny Merkezi Rayon İçki İşler İdaresi'nin yol başçısı, bir sıra xadimler, bu fiskal hizmetlerinin xadimleri hepsi var ediler. Ben onlarga aytdım, ya siz ne için bu insanlarını tinchlandırmaysınız, ne için yol açmayız? Bizge karışma olmay, biz karışmayımız. Eğer dava olgandayn olsa o vaqt karışırık degen manada. İşte maxsus koridorların bir 3 defa men özüm açkan edim bu yönelişte. İşte binanın içine basıp kirmek degen şey var edi mi? Yok, olmadı. Çubarov maxsus adamlarını çağırdı mı? Yok, olmadı. İşte men aytmak isteyeyim ki hangi bir videonu baksanız da, kimlerle sohbet yapmasanız da bir yerde siz çağırılar, baskılar ve binaga kiru meseleleri etrafında hiçbir konuşma olmadı. Rifat Çubarov'un yanında olgan insanlar hem bu meclis azaları, birinciden Zaur Smirnov, ikinciden faal iştirakçılar u yerde bar ediler, hem Arpatlı, hem de bar edi, bir sıra arkadaşlar var ediler hepsi. Aytmak isteyeyim ki onların da bu vaziyette bu gerginlikni suslandırmak için insanlarını bazı bir yerlerde çatışu olmasın, dava açılmasın gibi tedbirlerde onların da hisseleri oldu. Ben aytmak isteyeyim ki eğer sizge bu azlık etse bu insanların da çağırıp onların da soray bilesiz. İşte bizde birçok adamların gösterişleri var. Biz onlardan faydalandık. Ama faydalangan adam bunlardan böyle sualler verebilir mi? İşte böyle bir olmayacak mahsus suni davanı çıkarmak için ve bu suni dava etrafında kabahatlarını, en esas kabahatlı bu sanki dersin bir tane Rifat Çubarov. Ben aytmak isteyeyim ki kabahatlı yok. Çünkü bizler bundan evvel de her yıl mitingler geçiriyorduk. Bundan evvel 2 gün evvelsi Noman Çelebicağı hatarasına bağışlangan miting olgan edi. Bununla beraber her yıl 18 Mayıs tedbirlerini geçiremiz. Çok yüksek seviyede tertip nizamla bununla beraber milli bayrak günlerini, Kırım Tatar Yaşlar günlerini daha çoktan çok tedbirlerini geçiremiz. Hiçbir kere bir tane yerde dava olmadı. Kureş olmadı. Kavga olmadı. Hiçbir insanın burnu kanamadı. Bizler bunu en böyle tertip nizamla alıp baramız. Bu şeyini de böyle tertip nizamla alıp barmaya hazırmız. Şevket ağa, şunu soramağa isteyeyim. Sizden gayrı da birçok diğer bizim milli hareket iştirakçılarımız da Rifat ağa davanın çerçevesinde ifadesini bergenler. Nasıl düşünüyorsunuz? Sizin bergen ifadeleriniz bir şekilde çıkarılacak hükümge tesir edebilecek mi? Ya da bu sadece böyle bir suni dava içerisinde suni böyle bir göstergiç adaletli bir dava yürüsetkeni ve işte herkesini ifade almak için celp etkeni. Menle beraber bu soravlarda oldu Enver Kurtiyev, menden sonra oldu İbrahim Çegertma. Bu arkadaşlar da beni eşitkenime göre, onlardan sonra sübetleşkenime göre, onlar da hepsi bu yönelişte prinsipal cevaplar vergenler. Hem çok argumentli bundan deliller getirgenler. Aytmak isteyeyim ki onlar için, mahkeme için bu esas olmasa gerek. Çünkü onlarga mahsus buyruk vazife verilgen ve onlar bu mahkemenin de hem bu yapılgan sorav suallerini de onlar bizlerin fikirlerimizin çoktan bilseler gerek. Ama onlar onu formal şekilde bu şeyini geçireler. Kabahatlamak, fitne çıkarmak, sanki dersin onlar kabahatlı. Ben dedim bütün halk kabahatlı olabilir mi? 18 Mayıs 44'ten son bizler hala da bu hakimiyet, bu hükümet Kırım Tatar halkından kabahatlarını arayın. Bu prezident tarafından, Rusya prezident tarafından ukaz çıktı. Siz bu ukazın kaysı maddesinin çalışkanını göresiniz. Til dediniz, Kırım Tatar tili, devlet dili. Kana o devlet dilinin çalışması görünmüyor. Rehabilitasyon dediniz, insanlara maddi manevi destek, yardım. İnsanlar aylarla değil, yıllarla vatandaşlık almak için pasport meselesinde yürürler. Ayda onun üstüne aytarak rehabilitasyon hakkında olgan bu nasıldır pasobiya verilir. Bu pasobiyanı almak için ya da sen eğer
emek faaliyetinde kazanılgan, elde edilen yararlıkları için medallen takdirlenen olsan, za трудовые заслуги. Sen demek bu rehabilitasya boyunca verilecek 500 kumuşunu alıp olmaysın. Verilmiyor. İşte mına bundan karama karşı diyen şeyler var. Ben aytmak isteyeyim, bu yönelişte çalışkan ve hakimiyetke kirgen bir sıra insanlar bugün çalışıyorlar. Kimisi kırdı, devlet erbabı olup bu Sovet yanında, prezidentin Sovet'in yanında kırdı, çalışacak olup. Devletke kırdı, minister oldular. Lakin onlar da bugün kayır derler ve ne yapabildiler? Biz onu koruyoruz. Sanki dersin, şimdi bu hakimiyet kendi de Kırım Tatarların içinde baskıcıların, ekstremistlerin, halk düşmanlarını kıdıra. Bu düşmanlarının kıdırı daha ne kadar devam edebilir? Halk düşmanı olur mu? Millet ekstremist olur mu? Bütün milletin içine hali bir gün böyle bir baskılar devam ediyor. İşte böyle şekilde oldu bizim Sovyetimiz. Bu benimle beraber olan bu sual cevaplar tahminen 1 saat devam etti. İşte ben aytkan sualler boyunca mahkeme bitken son bu bizim adliyecimiz himayeciniz. Bu işini alıp bargan himayecimiz elbet çok memnun kaldı. Çok hepimizge ayrıca teşekkürler bildirdi. Ben de sonki sözümde aytdım. Bizim Kırım'ı mecburi terk etkenler, yasak etilgenler vatana kaytmaya, onların hepsini acele şekilde siz karar çıkarıp onların kaytarmak yollarını belgilemek gereksiz. Biz onların vatanda bekleyimiz. Onlarını her birini korandasının beraber kavuşmağa, ana babasının, tuğanlarının, ailesinin, daha doğrusu bütün Kırım'dan kavuşmağa ve yaşamaya hakkıları var. Böyle şekilde yekunlendi mahkeme. Şevket Ağa, şunu soramak isteyeyim. Bir müddet evvelsi işgal etilgen Kırım'da işte mahkemeler ötkerilgeni vakit biz böyle mahkeme binaları yanında toplaşkan birçok vatandaşlarımız neredeyim koreyedik destek için ve ilahir şimdi bu tendensiya devam ediyor mu? Ötkerilgen mahkemelerge sadece destek etmek için Kırım'ın çeşit köşelerinden bilmeyeyim çeşit yerlerden vatandaşlarımız toplaşa mı mahkeme binaları o günde? Ben bunu samimilikle aytmak isteyeyim çünkü vatandaşlarımız bu mahkemelerge pervasız değiller. Onlar dikkat eteler, nezaret eteler, onlar bu şeyin farkındalar, içindeler. Her vakit bu tedbirlerge daima koşularlar. Bütün Kırım çeşitli yerlerinden gelirler insanlar. Bana ben yürekten şimdi bir kaygılı şeyini de bugün geç eşittim bilgen olsam bağır edim. Kırım gazetesinin yol başçısı Bekir Mahmutov'a karşı al bargan tedbirlerde iştirak etmeye yürekten heves ededim. Lakin olmadı. Ben bilmedim. Bilgen olsam bağır edim. Aytmak isteyeyim ki bu tek Bekir Mahmutov'a değil. Bu bütün Kırım Tatar matbuatına, jurnalistikaga olgan baskı. Ben aytmak isteyeyim bu bizim milli matbuatımız, neşirlerimizge olgan baskı. Çok yazık ki men anda bizim başka jurnalistlerimizin ve başka kalemdeş arkadaşlarımızın görmedim. Onlar keldilerim yokum bilmeyeyim. Lakin en esas aytmak isteyeyim hiçbir tanesi, hiçbir kişi pervasız kalmadı. Bunu takip edeler. Mesela onlarını belgilegen para cezasında değil. Mesele bu gazetanın ve bu etrafta yapılgan bütün tedbirlerini aydınlatkan meselede. Çünkü Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kanun çıkargan bu yekunleyici vesikanı gazete basa, söz basa Birleşken Milletler vesikası vesika. Bu Ukrayna diyeyim, Rusya ve Kırım için bu ekstremist teşkilat sanki dersin Kırım Tatar Milli Meclisi yasak etilgen, onu yasak etilgen deyip yazmak gerekedi. Çok anlaysın buna suni bir şeyler, söz davası mantıksız. Onun için bu para cezası da kulkunçlu bir
kolemde belgilengen. Şevket ağa, mına destek sözlerinizni Bekir ağa Mahmut'a şimdi ona seslendire bilesiniz. Çünkü Bekir ağa bağlandı bizim yayınımızga ve bu mesele etrafında bizim suallerimizge cevap vermege hazır. Belki sizin de sualleriniz var. Siz de Bekir ağaga bir şey aytmaga isteysiz. Keliniz beraber onu selamlayın. Şimdi bir dakika. Ben mümkün olsa Bekir ağa neler vakti bağdam. Lakin bazı bir şeylerin noktalama isteyeyim. Siz de dinleysiniz bunu. Mesela Kırım davası için, bizim jurnalistika için, bu kalemdeş arkadaşlarımız için şimdiki vakitte sizde olgan, yani anda yaşayan insanlar var. Bizim meselemizin çok yaxşı temelini bilgen adamlar. Ben aytma isteyeyim, bu Pavel Kazarin olsun Taras Berezovets, olsun Alena Pritula, olsun bizim Ayder Mujdabayev, Sevgili Musayeva, Osman Paşa, ben onlarla jurnalistlerin, Vladimir Aryev, onlarla jurnalistlerin aytabilem de, onlar bu bizim matbuatımızın meselesini, bizim kanalının meselesini, bugünkü vaziyetini, işte kun tertibine koyup Ukrayna Jurnalistler Birliği'nin mahsus müracaatını kabul etmek gerekler. Ne için buna? Biz bir yıl devamında bu para, maddi cihetten dava içerisinde bulunamız. Ne için kimse seslenmiyor buna? Akımet sanki dersin eşitmiyor. Parlament nasıldır bir emiş lakırdılar eti. Hükümet yolbaşçıları ise nasıldır yönelişlerini teklif eteler. Sanki dersin tender bilmem bir şey. Ben aytmak isteyeyim, bizim jurnalistler barında bizler Kırım'da Kırım meselesini kotergen. Olsun Dmitri Gordon, olsun Yevgeny Kisilyov, olsun Savik Shuster. Niçin onlar büyük efirlerde Kırım meselesini kotergende Kırım matbuat meselesini, efir meselesini, televizyon, radyo meselelerini kotermiler? Ne? Sadece bütün devletin içinde bir tane halk var. Bu halk, yekani halk öz hak hukuklarını talep eti. Demek onlarga destek ve kol tutmak gerekler. Amında ise nasıldır bir emiş lakırdılar, nasıldır bir ayın oyunlar, böyle şey olur mu? Bu dava böyle çizilir mi? Devam edebiliriz. Bekir ağa Mahmut'unu keliniz hoşayıq yayınımızga. O bizle canlı bağda sizin aytkanlarınızın da eşitті. Bekir ağa, selamu aleykum. Aleyküm selam. Mına Bekir ağa, sizde Şevket ağa Mehmetov'ның şimdi aytkanlarını dinlediniz. Bugün sizge katende adaletsizce böyle bir işgalcilerinin hükümü sizge karşı çıkarıldı. Mına katende Ukrayna hükümeti, Ukraynada bulungan faal jurnalistler ve ilahri bizim Kırım Tatar matbuat meselesini binaen yapkan hareketlerini veya yapmagan hareketlerini nasıl kıymet kesesiniz ve nasıl bir destekini bekleyiniz? Ben olmasa bir fakttan başlayayım. Bunu yakında Akhyar'a geldi ve bir öyle bilmem yarıga gizlidir toplaşu ötkerdi. Bu Rusya'nın Xavfsızlık Kengeşi'nin reisi. Herkesge belli insan. Başta bu Xavfsızlık Komitetinin başlığıydı. Sonki birkaç yıl bu sonu kelip anda bir sırağa belgilep tizdi Rusya'nın düşmanlarım. Amerika'dan başladı. Amerika dedi, NATO, Avrupa dedi, Ukrayna dedi ve anda bizim meclisimizin de koştu. Bir taraftan öyle sırağa düşmeye evet şerefli şey. Şerefli bir hadisedir. Ama ikinci taraftan o aytkan şeyleri öyle ne diyeyim işte boşuna değildir deyip sayam. Son buna dinledim siz aytkanınızdan bu Ukrayna stream al bargan telekanal bu buna şimdi Şevket dostum sahip geçti onların diğerli hepsini. Son onların birkaç tanesini dinledim. Aytalar bana böyle geldi anda demek korkuza bir şeyler ayta ve buna Amerika için, Ukrayna için, Avrupa için bizim kimse hatırlamayın. O anda meclisin tilge alıp onu radikal bilmem nasıldır bir pek Rusya için haflı teşkilat olgan
Olar kimse kaydetmiyor. Ne sebepten evet abile korsaydım olsun tarasını mı olsun Gaçerenko streamler albara onu 300'e yakın ende abonecileri var. Ve daha başka jurnalistlerden evet sorama çok yerli olur idi. Ya ne için siz Kore'siz de? O hepsi bir olar Amerika bir şey yap olamazlar. Avrupa bir şey yap olamazlar. Hatta Ukrayna olar yapacak olsalar bana bizim halkımızga mecliske yapabilirler. Ve en büyük haf aslında şimdi bizim milli kurumumuz, bizim cemaatçılarımız demey mümkün. Ya niçin olar o şeyini aytmalar? Mende de elbette böyle kıymetli zenadaşım Şevket Bey aytkandayn olar hakikaten de Kırım meselesini, Kırım aydımeninde mındaki jurnalistikаны aytmayın. ATR'ın vaziyetine gelgende niçin öyle sükunet saklaylar? Bazıları evet aytıp koyarlar. Eğer de siz onu mında özünüzge ya davet etseniz ya da böyle bir online vasıtasından, internet vasıtasından bak tutkanda öyle ya sual siz beresiz ya özler olar aytalar. Ama bir nüfuzlu yerlerde, plaşatkalarda, meydanlarda olsun ya da yukarı şoranı minberine çıkıp bu şeyini ne için aytmaylar? Çünkü gerçekten de ben bunda ne diyeyim işte kozetim bizim vatandaşlarımız hepsi bir yekani öyle tele kanal kaysı böyle çeşit taraflama ve bizim menfaatımıza çok uygun doğru gelgen malumatın vergen ve öyle terin talili programmalar hazırlagan bu elbette sizin telekanalınız. Biz bu hususta endi evvelde bayağı bir laf etken edik ama teessüf ki işte vaziyet değişmegeni hepimizin rahatsızlığı. Galiba endi tezden bilmiyorum Allah versin endi bütün belki Avrupa ya da ben bileyim ve yolbaşçınız saygılı Lenur Efendi'nin bir konuşkanımızda o aytkan edi bayağı bir yerlerge müracaatlar yollaganlar Avrupa memleketlerine şu cümleden bu Baltık boyu bu evvelki Sovet blokuna kirgen Şark Avrupa memleketlerine men endi öyle sezem andan Allah versin de diyeyim yardım gelecek bular aleda Kennedy'nin Şevket dostum aytkanday olar tender diller daha bir çeşit manalar tapalar bu yardımını hakikaten de bu akis propaganda işleri uğrunda oradaki ileri saflarda turgan ATR telekanalına hiçbir ne münasebetini bildirirler ne de ameli yardım göstermiyorlar. İşte öyle huzur şeyler teessüf ki günden toplana. Bana sonki cümlemi tez aytayım da beni gözetkenlerim. Bana strateji dediler. Okudum o vesikanada 30 kaç sayfa var eken. Kennedy ya biz halk ya biz kandamız. Ya sizge anda akıllı insanlar aytıp oturalar. Siz Kırım meselesini çözecek olsanız ve onun takdiri hakkında, geleceği hakkında banda çeşit bir meydançıklarda, Avrupalarda laf etmeye istiyorsunuz. Ya siz nasıl onu asıl halkın menfaatlarını, onun statüsü, onu temsil organlarını gözde tutmayı nasıl bu lafların mümkün yapmağa degen evet öyle mesele çıkar. Kiminde da böyle meraklı bir
бір şeylerden biri, eğer misal Судья? olarak Kırım gazetasına yani sizge işgal etilgen Kırım'da yapılgan mahkeme davalar, baskıntılar mantıklı olsa ki o şarayitlerini koz ögüne alacak olsak, mında ATR telekanalına binaen yapılgan hareketlerinin mantığını kıtırganı vakit böyle bir korkunçlu neticelerle karşılaşacaksın deyip hakikatinde çok sakınasın. Şevket Ağa, siz nasıl düşünüyorsunuz yukarıda aytıp geçirgen meseleler boyunca ve hakikatinde Kırım Tatarlarının sesini yani özümüzü duyurmak için bizlerini eşitsinler deyip daha ne yapmak gerekmiş ya da ne kadar özümüzün böyle yükümüzü nasıl şekilde kötürmege imkanlarımız var, nasıl görüyoruz bu meseleni ki şu sırada stratejiya meselesinde Bekir Ağa'nın aytıp geçken gibi. Bu stratejiya meselesini menimce şimdi bu 5-10 dakikanın içinde ben onu çok inceledim, çok açıkladım ve aytmak isteyeyim ki ayrı bir efir ayttırmak gerek, olmak gerek ve bu efirin içinde ben onların açıklarım bütün meselelerini. Aytmak isteyeyim ki bu stratejiya meselesi men anlayışıma göre Ukrayna'da Kırım Tatarlarının sesi yok. Yok, Kırım Tatar milli liderlerimizin sesi yeterli derecede yok, gerekli derecede deputatlarını parlamentte sesi. Eğer onlar gerçekten de anda olsalar, onların çalışmaları ve onların teklifleri mutlak bu stratejiyada aks olunur edi. Men bilesem bekim onlar çalışmaların neticesinde bekim bana ötkerilecek büyük bir toplaşu etrafında söz yürütülü bu platforma boyunca. Bekim o vakit onlarını açıklarlar ve mahsus bir vesika olarak kabul ederler. Bilmeyeyim, vakit gösterir. Lakin men aytmak isteyeyim ki ayrı mesele hakkında. Bilesizim, biz nasıl olmasa da, nasıl vaziyette olmasa da bizler çok meşakkatlardan baba dedelerimiz geçti. Çok zorluklardan geçti. Bu zorluklar yazık ki bizim nesilimizge de geldi. Lakin bu yönelişte ne yapabilmek gerekmiş? Bana 15-20 günden son Kırım gazetesi olsun, başka milli matbualarımızga olsun yarım yıllık patpiskada açılacak. Şimdi keti. Bizim vatandaşlarımız oldukça çokça ana tilimizdeki neşirlerge yazılmak gerekler. Her bir ailede bizim neşirimiz olmak gerek. Bizim ana tilimizde olgan subetler, laflar, ana tilimizde olgan muhitni her bir koranda özü şerefle yaratmak gerek. Ne yapmak gerek? Mektepler diller, bir şey diller, kitaplar diller. Her bir ailede ana tilinde yırlasınlar. Degengen şiirlerini öğrensinler. Analar hakkında, babalar hakkında ne kadar yırlar, şiirler var. Her bir ailede öğrensinler. Til mühitini bizler gayırdan tiklemek gerekmiz. Matbuatımızın, gazetemizin sayısı 5.000, 6.000 değil, 15-20 binge çıkmak gerek. Biz o vakti sesimizin daha ziyade gur seslendirerek, talaplarımızın daha ziyade katlı koyarak. Men eminim bizim aramızdan bu gençler deyimiz. Her vakti aytalar, Rustem Umerov diller, Arsen Cumadinov diller ve onların insanlarını aytalar. Men eminim onların içinde daha çok insanlar çıkar. Çok insanlar degenim hem akıllı, hem bilgili oğlanlar, kızlar, onlar bizde bek çok. Onlar minberge onlar ko'tarilirler. Men hepinizge teşekkürler bildirem. Hepinizge çok sağ ol dep aytmak isteyim. Ve eminim ki bizim efirlerimiz inşallah devam eder. Cümlenizge Ramazanlar mübarek olsun. Amin. Çok sağ olun Şevket Ağa bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için jurnalist Şevket Mehmetov bizle canlı bağda edi. Bekir Ağa sübetimizni devam ederken de hakikatinde men da bir kerimine koşulmağa isteyim Şevket Ağa'nın aytkanlarına, aytıp geçkenlerine. Çünkü bugün Kırım gazetasına yapılgan bu baskı aslında bütün Kırım Tatar halkı ve bütün Kırım Tatar matbuatına yapılgan baskıdır ve şu şaraitlerde yani Kırım Tatar halkımızın yapabileceği en böyle güzel cevaplardan biri işgalcilerin kanunsuz hükümüne bu Kırım gazetasına abone olup daha çok Kırım gazetasına böyle şekilde destekini göstermektir. Nasıl şimdi umumi vaziyet Kırım gazetası ile ne kadar aboneciniz var, mali problemler mevcut mu ve şimdi umumi bu Kırım gazetasının vaziyeti hakkında malumatlarını paylaşınız lütfen.
Meseleler her vaxtaki gibi boğurdaktan aynı sizin vaziyetinizge de bizim vaziyetimiz de oçay. Çünkü bu işler men sizge aytabilem, bu Kırım gazetini çıkarmak meselesi. O ne diyeyim işte yarıga, bekim yarısından da ziyade volontörlük, bu gönülden çıkan hareketler ve hizmetler bizim kolektifimizin tarafından. Ama biz elbette hepsi bir özümüzün yapkan işimizin hem beğenimiz hem o halka faydasını getirgen koruyumuz. Gazetimizge abone olan insanlar onu hakikaten de samimi aytalar, bekliyorlar, okuylar başından sonuna acı. Kasıvetli neler anda yazılgan şeylerini okup bizni mühayt olmamızga çağıralar. Öyle sağ olsunlar. Buna bugün de mahkeme anda öyle azbar yok, yer yok. Lakin hepsi bir o karışık böyle bina anda başka müesseseler de var. Hepsi bir anda bir 15-20'ye yakın vatandaşlarımız toplandı. Çok sağ olunuz bu fırsattan ve siz verdiğin imkandan faydalanıp hepsine samimi teşekkürümüzü muharet adından teşekkürümüzü bildirmek isteyeyim. Aboneciler elbette bu sualınıza cevap verecek olsam sonki bu bir buçuk yıl içinde yavaş yavaş eksilip gele. Çünkü bilirsiniz çok kartlar gitti. Hepsi bu ülkenin nesil olar okuy, olar ala, yaşlar o kadar tilini bilmiyor ya da unutalar mı? Son da bu umumi iyi allık alacak olsak yani bu yaşayış seviyesini o da şey betminde tesir etken faktörler bazıları bekim alıp okup ama son bekim sakınmaya başladılar. Öyle misallerini de biz koruyoruz. Şimdi bizim abonecilerimiz ben böyle aytayım. Bizim Kırım gazeti şimdi 3600 korontaga bara. Ve daha 2 yıl evvelsi evet bu rakam 1000'den ziyade misal düşünüyordu. Ne yapayım? Biz hepsi bir evet bizde azar fiyatını kotermek mecburundayız. Poçta daha ziyade koteri fiyatların ve misal için eğer de abone fiyatı kararını bir 1300 ruble yıllığı olsa onu 45% bu poçta masraflar. Pek acınlıklı. O monopolist olup bu yani bütün işini biz yapamız. Auditoriyamızı biz meydana getiremiz, fikirimiz, genişlettirmeye çalışamız, hareketler yapamız. Ama onu meyvasından basa bas bir şey etmeyip tek işte gazetenin anda Kırım şehirleri ve kasabalarına albarayken ve bunun için ana yani umumi kazançtan büyük kısmını poçta almakta. Herhalde bizge en mühimi gene de evvelki gibi bu bizim informasyon siyasetimizni, bizim yönelişimizni katı tutmak vazifemiz odur evet ve bu halkımız yaşayan meselelerinin, arzularının, umutlarının bağlı böyle kıymetliliklerini gazetimizin sayfalarını çıkarmak ve öyle bilesiniz ben kimerde böyle bir tenleştireyim. Bu Kırım gazetinin klubu var. Ve ben eminim ve insanlar onlar da öyle aytalar. Siz fiyatını dediler 5 kere koterseniz de biz hepsi bir gazetki öyle alıştık, hepsi bir alacağız. Ve ben böylesem öyle birkaç bin öyle insan Allah'a şükür var.
ve olar en evvela men bunu kuvanç ile aytabilem. Olar gazetini alalar, okuylar, kol tutalar ve demek biz albargan informasyon siyasetinin çok razılar ve yürekleniler. Mana bu tek bu sebep ile mümkün bilesiz men eminim öyle alga kalsak bile ve bizim kolektifimiz hatta bedava da çalışmaya hazır olur. Çünkü bile bizim yazgan sözlerimiz bizim teşvikat etken gayelerimiz ve halkımıza korsetken bu maksatımızga albargan yollarımız onlar halkımızın tarafından pek doğru ve pek algışlanıp kabul edilmekte. Mına men sizni şimdi o kadar yaxşı anlayayım ki Bekir ağa, çünkü ATR telekanalının vaziyeti aman öyle ve mında çalışkan bizim de ATR telekanalının hadimleri de yapkan faaliyetinin, yapkan işinin, gayenin ne kadar doğru olganı bilgeni sebebinden bedava şekilde işte aylık almayarak ki problemler sebebinden çalışmaya devam eti kısıtlı bir şekilde olsa da ama yine de bu gaye ayakta durmağa imkan veriyor. Fakat vaziyet hakikaten de çok acınıklı. Sizin de aytkanız gibi yılda 1300 ruble aslında bu çok para değil. Grivnaga geçirecek olsak men yanlışmasam bu 500 grivna ve bu yıllık hakikaten de çok büyük para değil ve men umut etem ki bizim vatandaşlarımız Kırım gazetasına yapılan baskılar fonunda şimdi daha da çok birleşir ve sizlerge desteklerini böyle şekilde de göstermeye devam eder. Ya ne kadar Kırım gazetasına şimdi hadim var, ne kadar insan çalışanda, ne kadar insan makalelerini ve materyallarını hazırlay. Ben sizin sualınızın şimdi davuş neçindir öyle zayıfça geldi. Ya şimdi işte Anlaganım gibi aytayım. Bizde çalışa 8 adam onlardan işitemiz. 8 adam onlardan bize pek yazmagan bu asıl da yazmayı çünkü hem işi de çok hem onun zenatı o değil. Bu bizim hesapçımız saygılı Gülnar Hanım. Bizimle beraber 10 yıldan ziyade çalışmakta ve işlerin pek doğru, güzel, namuslu alıp barmakta. Kalganları işte evet jurnalistlerin o doğrudan doğru vazifesi, onların böyle aytacak olsak doğrudan doğru bir vazifesi var. Onlar kararını ben size aytayım. Bir ayda 5 sayfa, bu A3 formattaki sayfa koleminde çeşit yazılar, şu cümleden o makaleleri ya da başka bir işleme ya belki bazı da tercüme de ola hazırlamak gerekli. Kalganları işte misal için bizim edebi muharirimiz onda kalemi var, o İncir'in galibi olup çıktı. Çok acayip güzel Zeki İsmailova adının öyle bir takallüsü var. O bizim Elmira Hanım Bekirova olup çıktı. Onu ben de bilmiyordum. O bile yaza çok öyle yaxşı hikayeler. Kalganlar da tekniki kadimine misal için Timur Kurtumerov 3 yıl bizde o profesyonel böyle jurnalist tahsili algan yigit. Onun esas vazifesi gazetemizini sayfelemek olsa yani Vörska degen işlerini yapsa ama o da tosat yaza son buna bu tekniki esasen işlerinin uğraşkan siz yaxşı tanıgan bilgen Seyran ağanız İbrahimov onun da vazifesi esasen bu anda teknik basmakhanenin bakta gazetemizin planlaştıra işte bütün materyallerin kabul etti böyle onu evvel değiller gazetenin katibiyatı, sekreteriyatı işte o da onun başı
olup onu işleri esasen böyle teşkili ama o da evet yaza onun için yazgan insanlarımız Allah'a şükür değerli herkes hepsi onun için işte bizim kolektivimiz hakikaten de böyle bir icadi kolektiftir. Ve Bekir Ağa sonki de sonki sualim da var. Katinde sizin kollektivinizge, çalışkanlarga, meslektaşlarımızga bu ağır vaziyetlerde bizde kuch kuvvet tileymiz ve onlarga büyük böyle kıymetimizni ve teşekkürlerini de bildiremiz. Ayrıca sizin mahkeme davanızga qaytacak olsak sonki sualim sizge çıkarılgan hükümni şikayet etmege ne vakit planlaştırasız ve bu şikayetinin bir şekilde vaziyetini değiştireceğine işancınız var mı? Bizge dediler, mına 5-6 günden son karar hazır olacak ve bizde biz kararını kolumuzga alganının bizde 10 gün vakit olacak şikayet vermege bu apellasya yani anlagağınızga göre mahkemenin nevbetteki basamağına kenede işte hayırdan tırışacağımız onların kondurmuyor. Asıl da mesele onda değil bilirsiniz. Manda toplanan insanlar pek öyle bir ne olsaydı test toplap 4000 evet bizde o kadarlık da ne diyeyim işte Allah'a şükür utap o bazı bizim semedeşlerimizge 15-20 anda ne kadar 60-70 de bazı da 100 binden de ziyade olan görmelerini bilemiz. Mında onun için 4000 bunu toplap vermek mümkün edi. Ama mında prensip olarak biz elbette sonunacı kuruşmaya hazırmız ve bizim delillerimiz güçlü ve mında o vaziyette pek bilesiniz meraklı lafkte Birleşken Milletler Baş Katibinin maruzasında bu meclisin almak meselesi üzerinde bütün bu mahkeme tartışmaları ketmekte. Beğenmeseniz bu terişke karşı dava açınız. Ne diyeyim sizge bu pek rezonanslı bir iş olmakta. Onun için biz bunda mesele kendide aytam işte bizge özümüzün aklı olganımızın bizge onların kanunları ne diyeyim işte biz bilemiz biz aklı olganımızın. Ama bunda endi onların sonunacı bir öyle barıp hepsi bir onlar da korsetsinler dünyaya özün aksızlığın işte. Belki maksat bundadır. Çok sağ olunuz Bekir Ağa, bizle bağlanğanız için ve suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım gazetasının baş muharriri, Kırım Tatar Milli Meclis azası Bekir Ağa Mahmut bizle canlı bağdaydı. Arkadaşlar, men da bir kere tekrarlamağa isteyim, bir daha bir kere böyle bir çağırıvda bulunmağa isteyim. Bugün Kırım gazetasına Bekir Ağa Mahmut'a yapılgan baskı bu bütün Kırım Tatar halkına, bütün Kırım Tatar matbuatına yapılgan bir baskıdır ve bizim bu vaziyette yapabileceğimiz en mühim hareketlerden biri, destek edebileceğimiz sadece sözlerde özümüzün böyle gerginliğimizni, özümüzün rahatsızlığımızı bildirmek yerine akı harekette destek edebiliriz ve Kırım gazetasına abone olabiliriz. Sayılı arkadaşlar, Bekir Ağa Mahmut'un da aytkanına göre şimdi Kırım gazetasına abone olgan vatandaşlarımızın miktarı sadece 3600 koranta, yıllık abonenin fiyatı ise sadece 1300 ruble. Bu aslında çok para değil, yılda 1300 ruble ve 3600 koranta bu ne yazık ki çok az. 350-300 binden ibaret olgan işgal etilgen Kırım'da yaşayan Kırım Tatar halkından. Lütfen keliniz böyle şekilde Kırım Tatar matbuatına, Kırım Tatar gazetasına destek gösterek. Çünkü Kırım gazetasına bugün işgal etilgen Kırım'da bu böyle unikal Kırım Tatar matbuatlarından biridir. İşgalcilerinin yapkan baskılarına bakmadan akı ve gerçek materyallarını derç etmege ve sizler için çalışmaya devam eteler gaye üzerinde. O sebepten bizim borcumuz
Чарчуңыз бүгін ярдым етмеге, дестек етмеге ве абоне олмаға. Первасыз қалманы сайғылы достар, мені ешіткенлер, бізні dinлегенлер, лүтфен бұ айтылғанларға диқат етіңіз. Хайырлы Рамазанлар әркеске, мен не язық ке бұл бөлікнішімді екунемек мecburiyetindем. Bir қачда қадан заман информацион программасында сізлерні селямлайжақ. Sonra bu студияда meslektaşım Айдар Муждабаев программасындан devam edecek ATR телеканалының yayınına. Bizle olunuz. Görüşkенше. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah, kureş kene ve kene. Al dediler al almagan, intikam ge uçumna. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. В окупованому Криму черговий обшук. Сьогодні у 2-й годині дня окупанти вдерлися до будинку батьків кримського татарина Сейрана Таймазова в селищі Кишлав Білогірського району. Силовики звинувачують його в участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Чоловік у 2016 році переїхав до Києва, бо не хотів жити в умовах окупації півострова. Наразі займається підприємством. За його словами, 2 тижні тому додому його батьків вже приходили 2 невідомих та цікавилися, чим займається чоловік. Згодом стало відомо, що ті ж люди взяли характеристику на нього в окупаційній міській раді. С эту минуту на этот час, у меня нету никакой информации, что в доме происходит, потому что, связи нету, с близкими знакомыми тоже нету. Я всю информацию узнаю от Facebook. Если вот люди там, которые, пришли, собрались, çok sağ olun, конечно, олара, я от них эту информацию только и беру. Під час обшуку ФСБівці нікого не пускали додому, а після себе не залишили жодних документів. В общем, протоколов никаких они не оставили, составляли либо нет, нам неизвестно. Осмотрели жилищное помещение, опросили родителей по поводу сына, куда он уехал, зачем он уехал, когда уехал и так далее. После чего осмотр завершился, и сотрудники ФСБ вместе с понятыми покинули данное мероприятие, завершили и уехали. Штраф за згадку Меджлісу. Окупаційний мировий суд Сімферополя оштрафував головного редактора газети «Кирим» Бекіра Мамута на 4 тисячі рублів. Його звинуватили в зловживанні свободою масової інформації за публікацію доповіді ООН, в якій згадувався Меджліс кримсько-татарського народу. На думку Роспотребнадзору, в доповіді Антоніо Гутерреша щодо положення в області прав людини в Криму повинна була бути редакторська примітка, що діяльність Меджлісу заборонена у Росії. Окупанти заборонили представницький орган кримських татар ще у 2016 році. А у 2017-му Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу. Росія це рішення проігнорувала. За словами юристки Хатиджи Мамут, публікація доповіді посадової особи, повноваження якої визнані у Росії, звільняє редактора та журналіста від відповідальності. Бекір Мамут має намір подавати апеляцію на рішення окупаційного суду. Ми будемо апеллировать, ми отримали штраф. 4 тисячі – це мінімальна по этой нормі, часть 2 статті 13-15. Разумеется, ми будемо обжалувати по всім інстанціям.
инстанциям. И, скорее всего, дойдем до Европейского суда по правам человека. И уже там послушаем, как Российская Федерация рассказывает о том, как она не признает полномочия Генсека ООН. Будет любопытно. Это уже процесс, по большому счету, направлен на то, чтобы бороться с газетами, которые пишут на крымско-татарском языке, пишут правду, а не те заказные материалы, как ряд других. Ну, то есть вначале это по традиции может быть админ, протокол, какой-то штраф, потом дальше больше. В Пентагоні вимагають пояснень від Росії щодо скупчення військ на кордоні з Україною. Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі закликав Москву припинити провокації та знизити напругу. Для початку, каже, Росія має чітко пояснити свої наміри і додав, що США не впевнені, що мілітаризація кордону та окупованих українських територій пов'язана з маневрами. За словами Кірбі, Росія зібрала найбільше угрупування з 2014 року. Я не називатиму конкретну чисельність чи формування військ з точки зору нарощування російських сил. Ми за цим слідкуємо, це нас дуже стосується. І ми не віримо, що таке нагромадження військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму сприяє безпеці та стабільності. Тому вкотре закликаємо Росію припинити провокації та сприяти стабільності. Подарунок на роковини окупації. 25 бойовиків з так званого народного ополчення Криму жаліються на окупаційну владу півострова. Кажуть, їх женуть з гуртожитка на вулиці Руській в Сімферополі. У 2014 році вони допомагали окупантам штурмувати українські військові частини та підприємства, за що й отримали кімнати. Занедбане житло без світла, води та каналізації відремонтували власним коштом. А зараз окупаційна влада Сімферополя вирішила, що 13 родин бойовиків незаконно загарбали міське майно. Іншого житла вони не мають, грошей, щоб винаймати квартиру, теж. Тепер записують відеозвернення до Путіна, Аксьонова та російського куратора так званого ополчення та депутата Держдуми Михаила Шеремета. После того, как мы суды начали проигрывать, мы обратились за помощью к Михаилу Сергеевичу Шеремету. Он разрешил 10 человекам прийти на встречу. На встрече задавались вопросы, на встрече задавались вопросы ему, как, куда нам идти, на что. Был конкретный ответ. При Украине вы где-то жили, живите, возвращайтесь туда и живите. Совмин давал ответ, что здесь проживание невозможно. Предлагает нам стать на очередь как малоимущая семья, что полк Совмин не располагает данными, на каком основании мы сюда заехали, и вообще, что это является самозахватом. Проти репресій та війни з Україною. Активісти ініціативи «Стратегія-18» вийшли з одиночними пікетами на вулиці російського міста Виборг. В руках тримали українські та кримсько-татарські національні прапори і плакати з вимогою припинити російську експансію в Україні. Також закликали росіян протестувати, щоб не допустити нового витка агресії, оскільки їх діти та онуки стануть заручниками імперських амбіцій, кажуть активісти. Самое время начинать говорить о хотя бы для начала остановки дальнейшей экспансии. А в принципе наши требования как с 2014 года были однозначные. Это полная деоккупация территории Украины, включая Крым, который по всем международным стандартам считается зоной оккупации, с которого, в общем-то, началось вторжение. И полный вывод, естественно, войск со всех территорий Украины, включая оккупированный Крым. И вот те репрессии против крымских татар, о которых мы обычно говорим по 18 числам, они одним из первых и самых таких вот заметных для международного сообщества следствий этой войны. Нужно заниматься не агрессией, а наоборот вывести имеющиеся войска из Украины, включая Донбасс и Крым. В качестве предупреждения, что мы вспоминаем все эти режимы, которые обычно начинали захватнические войны. Это и гитлеровский режим, и другие режимы. И очень плачевно кончали свою жизнь эти режимы. И в случае начала этой войны мы будем желать победы в ней, естественно, жертве агрессии народа Украины.
Кількість активних хворих COVID-19 в Україні зменшилася. Минулої доби зареєстровано 8940 нових пацієнтів, ще 12075 одужали. А 367 українців померли внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що пік третьої хвилі коронавірусу позаду. Каже, минулого тижня зафіксовано на 13,5 тисяч менше хворих, ніж позаминулого. Проте нарікає на брак вакцини в світі та зрив контрактів на постачання її до України. Попри це, впевнений, що до кінця року щеплення отримують 70% українців. Ми думаємо, що ситуація покращиться вже в травні цього року. По-перше, ми очікуємо, ще раз наголошую, закриття тих контрактів, які в нас вже є. Це 1,5 мільйона доз вакцин від компанії Serum Institute, це AstraZeneca Covishield, і 1 700 000 доз вакцин від компанії Sinovac. Окрім того, ми очікуємо на перші поставки вакцин від компанії Pfizer, а також за ініціативою COVAX. А окупаційна влада Криму звітує про 120 нових випадків COVID-19. Ще 7 людей померли внаслідок хвороби. Окупанти били з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Південного на Донеччині. Неподалік Авдіївки гатили з мінометів 120-го, а біля Майорського – 82-го калібру. Також в районі Зайцевого ворог намагався дистанційно мінувати українські позиції. З протитанкових гранатометів запускали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. В лавах об'єднаних сил втрат немає. А у ворога минулого тижня чимало загиблих і поранених, кажуть у розвідці. Відсьогодні на окупованих територіях активно вербуватимуть місцеве населення до війська загарбника. Так звані військові комісаріати окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов'язані протягом 10 днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово. Також відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника. Минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації склала 7 безповоротних, 16 санітарних. Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Ну, не совсем обычный Прайм, а Прайм нашего кажущегося уже бесконечного марафона «Сейв АТР. Голос Крыма» має бути в эфире. На 8-м году войны и оккупации Крыма нам приходится доказывать собственному правительству, что борьба крымскотатарского народа, в том числе на информационном фронте, на фронте смысловом, имеет значение для нашей страны. И единственная страна в правительстве, которая это не до конца понимает, ну, я понимаю, что она далековато находится от войны, это правительство Украины. Вот. Все остальные правительства так или иначе это понимают, когда начинаешь говорить о том, что такое АТР, что это канал единственный, уникальный, его просто так не соберешь на коленке, да, что это канал с историей, канал с боевым опытом, канал со всем, что такое может быть присуще настоящим медиа. Как бы все понимают, и в Европарламенте понимают, и в Евросоюзе понимают, в Литве, Польше, далее по алфавиту до Соединенных Штатов. Вот. Но не совсем понимают в одной стране. Правительство, которое далековато от информационной войны, эта страна называется Украина. Я не говорю, что все там далеки от войны, но как-то многие далеки. Но зато привыкли к каким-то аппаратным играм, к каким-то интригам, привыкли разговаривать языком каких-то таких, ну я не знаю, примерно в Византийской империи такая политика закончилась, там, я не знаю, года какого-то, 1700 какого-то, но чудом перетекла к нам, и вот пытаются языком каких-то странных ультиматумов, условий, предложений, заискиваний, ищут каких-то себе, я не знаю, там, людей, которые будут перед ними кланяться, бояться их, там, шугаться, что-то еще. Жить как европейцы, ну, категорически некоторые наши чиновники не хотят. Да так мы и не настаиваем. Дайте другим людям жить по-европейски, кто хочет жить по-европейски, да? Вот. И я надеюсь, что этот марафон закончится все-таки, этот стыд Украины на весь мир. В мире знают, кто такие крымские татары, и знают и коллеги наши, и политики, что такое телеканал АТР. Не случайно он упомянут в резолюциях Европарламента и признан во многих странах мира, ну, как
как и наш народ, коренным народом. Украина признана несколькими организациями, но только в одной стране правительство, которое не так близко знает, кто такие крымские татары, Хырымлы еще не признаны коренным народом, название этой страны Украина. Вот. Сюр, конечно. Конечно, сюр, и абсолютно мне не весело все это говорить, и стыдно мне это все говорить, но приходится, потому что наша профессия — говорить правду. В гостях у меня сегодня человек, с которым, наверное, интереснее всего обсуждать все, что связано с Крымом и с нашей борьбой за освобождение Крыма, я имею в виду с государством. Ну, человек начинал вообще с блокады Крыма еще. Это Изет Гданов, первый зам представителя, постоянного представителя президента Автономной Республики Крым. Точка. Да. И твоя каденция, ну не каденция это выборная история, но на твой срок на посту, на этой посаде, он закончился, напомни, когда. Ты же президентском тоже был. В 2019 году, после прихода. После блокады в 16-м, да? 17-м. После 17 После блокады была блокада представительства, если ты помнишь. Точно, да. Да. Блокада. 40 дней. Да. Вот, и 40 дней, потом поминки, потом нормальные люди пришли. Ну, вот, на самом деле ужасная ситуация была, кто не помнит, там представительство вообще 2 года ничего не делало. Не 2, а 3. 3. Не делало ничего, просто они принципиально ничего не делали, как воры в законе. Они вот прям, мне понравилось это поведение, мы когда туда пришли, они просто тупо закрыли дверь на неделю. И все. Ну, как представьте, поликлиника, дверь закрывается, говорит, у вас госучреждение тут, ну вот, не хотим мы двери открывать. Что такое? И это сюр длился 40. Это было еще при Петре Алексеевиче. В итоге все-таки это закончилось тем, что Порошенко поменял. И 2 года вот там с Бабиным и с еще несколькими людьми працевал. Прям там на месте в Херсоне. Да. Ну и в Киеве открыли офис. Да, но у вас все-таки основная база была тогда Херсон. Ну, Херсон и Киев. Киева вообще тогда не было. В 2017 году мы открыли, у нас было помещение, нам дали помещение в РНБО на Болбочана 8. И мы начали работать, офис у нас был на Болбочана, и служба была международных связей и правовой анализ. Часть службы была здесь, в Киеве. Мы налаживали конкретных вопросов уже каких-то ближних Крым, близких Крыму там. Да, но в Херсоне на тот момент, если ты помнишь, там же были проблемы и с пересечением линии разграничения, линии, и были проблемы с получением документов, там было на самом деле масса проблем. Я просто один раз был у Гданова в кабинете, я хочу сказать, да, это просто телефон вот так, ну, потому что, ну, скажем так опять, есть такое государство, которое не учитывает всех проблем своих граждан, находящихся на оккупированной территории. Ну, не будем называть название этого государства, но оно хорошо знакомо. Да, и это все приходилось решать часто в ручном режиме, и ночью, и дети там, и какие-то свидетельства о рождении, и до той справки нет, и стоит женщина, крымская татарка, там где-то то ли с той, то ли с этой стороны, значит, я не знаю, что делать. И вот Изет все это решал. А удалось что-то решить не в ручном режиме, системно тогда, изменить системную ситуацию за твою каденцию? Ну, в 2017 году, когда мы пришли, мы начали уже решать на тот момент, правда, с ручного режима начали, но потом уже общими усилиями миграционной службы пограничной мы уже наладили, можно сказать, всю работу, и проблем уже как таковых не было не только в Херсонской области, но и в других областях Украины. Мы же все знаем, что граждане Украины из Крыма, вынужденные переселенцы, они расселялись по всей территории материковой Украины. Конечно, большинство было в Киеве, в Херсоне, в Одессе, в Львовской области. И они тоже там сталкивались с проблемами при получении административных услуг. Это, можно сказать, первые были такие проблемы, с которыми мы столкнулись. Как раз без виз тогда был в Украине, и люди поехали за паспортами, а той технической возможности предоставить услугу Херсонской области, как область, которая непосредственно граничит с Крымом и наиболее удобная для наших граждан, не было. Но после этого и государственное предприятие ДП «Документ» открыли там с мощностями по приему граждан. И, в принципе, проблема была уже системно снята. Но там приходилось, конечно же, работать уже совместно с другими государственными структурами. Ну, я просто помню, как при вас
при том руководстве, которое пришло после этих бездельников, начало все крутиться там. Ну, много системной работы было там, и по вот этой соляной, как воду поставляли соленую русским, да, оккупантам. Прям Пропа. Да, да, ну это же таки много. Историй было масса, просто очень много историй. И я помню, как вы работали, я помню, что, ну, я так сильно не вникал, но я знал, что вы постоянно что-то придумываете, постоянно выходите в эфир, мы будем это делать, это делать, это делать, это делать. Ну, как бы вы пушировали, если так можно сказать, такой глагол английский переменить, проблему освобождения Крыма, проблему санкций, воевали с Минрыболовством, или как он там называется, да, за их вот эти договоры по Азовскому морю. Квоты, которые они раздавали незаконно. Да, ну, когда с русскими садились вместе, там по духу, значит, чуть не съезд тут с русскими устроили вот по Азовскому морю, тут в Киеве, я помню, ты же был тоже с Чубаровым, да, и так далее. Я в комиссии был официально. Да, ну то есть все это происходило, я видел движуху. Вот. И я не могу сказать, что сейчас я ничего не вижу. Там много всяких там постов, и поездок, фотографий, и там построили вот эти, ну, как это называется, на КПВВ, удобные помещения. Да, я там, правда, не был с тех пор, не могу судить ничего. Что-то я тоже вижу, что делается. Но вопрос не про даже нынешнее пока представительство, а про то, почему вас убрали? Просто интересно. Вы что были? Какими-то, я не знаю, врагами партийными? Ты же ни в какой партии не состоял, ничего. Вот, ну, если ты помнишь, Бабин написал заявление, ушел добровольно еще в декабре 18-го, получается. А я, исполняющий обязанности, был представителем президента Украины в Крыму. И, естественно, уже приход новой команды был, я был на посту. И у нас, естественно, были определенные наработки по Крыму, и в основном они были направлены на усиление давления на агрессора, на утяжеление Крыма. Мы в этом направлении уже более эффективно начали работать. Почему? Потому что, как мы уже говорили, первоочередное наше было то, что решить нашим гражданам помочь, чтобы они все-таки здесь понимали, что это их страна. Своим облегчить, конечно. Агрессору, наоборот, усложнить. Вот да. Наша, можно сказать, такая вторая фаза была направлена именно на утяжеление Крыма для агрессора. Вот ты помнишь, там и Кутаранская дамба, и механик Погодин корабль арестованный спільно з Службою безпеки и Державной прикордонной службы. И еще были наработки. Они и есть эти наработки. Тогда, когда пришла новая команда, когда 95-й квартал переехал в администрацию, я со своей стороны, как исполняющий обязанности представителя президента, естественно, в официальном режиме обращался и пытался выйти на связь, но ответов я не получил, и уже потом непосредственно у меня были рабочие встречи с нынешним керівництвом, можно сказать, с теми людьми, которые сегодня формируют политику не только внутри страны, но и международную политику. И у нас вопрос поднялся по Крыму. Естественно, потому что я представитель президента по Крыму. Конечно, какие-то еще вопросы могут поднимать. И тогда я высказал позицию свою и просил политической воли для реализации, опять-таки, не только реализация с моей стороны, как с представителя президента, здесь должна быть командная работа всех структур для утяжеления, для усиления санкционного давления на агрессора. После этого разговора, после того, как я это все озвучил, я не увидел реакции положительной, и я, честно говоря, понял, что совсем это не устраивает новое руководство на тот момент. Они искали, наверное, и другое у них видение было. Они искали, ты увидел, что они человека другого ищут на этот пост, или что? Нет. Или им твои идеи не нужны были? Не нужны были. Им не нужны были не только идеи, не то что мои идеи, а те идеи, которые я озвучил в части усиления давления, у меня была наработанная стратегия деоккупации Крыма. Она у меня прям была в папке. Я ее показал. Я озвучил, что основана она на санкционном давлении. Агрессор не поймет никаких, он не сядет за стол переговоров, пока его не заставит. Конечно, да. Пока его не заставить это сделать. Слов тут мало, прямо скажем. Так вот, после этой встречи я понял, что я там работать не буду. А какие меры ты предлагал? Или это секрет до сих пор? И вошли ли они в стратегию деоккупации Крыма, которую сейчас, вот видишь, как у нас правительство, президент взяли за крымскую платформу, за продвижение темы Крыма на международной арене. Вот стратегия целых 17 страниц.
я не иронизирую. Я, кстати, не знаю, много это или мало. На мой взгляд, мало, но, может, это только часть, такая верхняя вершина этого айсберга, а там такое дерево планов и по разделам и так далее. Я доскажу сейчас Ой, эту извини, ситуацию да. в отношении Да, кстати, если нужно, нашего пожалуйста. общения. Вернемся к этому вопросу. В отношении того, как мы закончили разговор в администрации, я через месяц был вынужден обратиться уже в публичной плоскости к президенту Зеленскому о том, что у меня было официальное обращение, оно есть в интернете, о том, что Крым откладывать нельзя. По крымскому направлению нужно работать. И я просил, как представитель президента, созвать совещание с моим участием. Какое время это было? Назови эту дату, просто интересно. Вот Середина 2019 года. Сейчас у нас, ну, будем считать, 1,5 года. Да? Ну, можно почти сказать так. Да. Да. После этого обращения через несколько часов был назначен новый представитель президента. Они это что, не простили публичности, что ли? Да? Или так не принято, или Ты уже знаешь, просто... я выждал все временные промежутки, которые нужно было выждать в части. Дальше мою просто, наверное, я бы превратился в ручного, как они хотели видеть, там ручного человека, который будет, когда ему сказали говорить, он будет говорить и будет говорить то, что ему сказали. А не будет он работать в санкционном направлении, тогда у них вообще понимания То есть ты нет. почувствовал, что такой крымский татарин, у которого болит за Крым, и который хочет Не что-то мстить оккупантам по-любому, любыми способами, Да. там, экономическими, политическими? Крымский татарин там нужен, потому что если кто-то спросит, а у вас есть крымские татары? Да, есть вот. Ну, не такой, наверное. Ну, с учетом, ты понимаешь, что там много представителей. Скажи мне, пожалуйста, наверное, нехорошо говорить про преемников, но хорошо, не про Антона Кореневича и не про Тамилу Ташева, а просто по тому, как, на твой взгляд, работает команда. Она же больше, по-моему, стала даже, да, численно или так же осталась? Дело не в этом. Проблема Ну да, дело не в количестве, на самом деле, а в качестве. Я хочу, чтобы ты оценил это вот так, знаешь, отстраненно, вот просто что они делают. Сейчас Крымская платформа, вот стратегию тоже не участвовали, что-то есть на выходе и чего-то нет. Вот твое мнение. Я бы предметно поговорил про Крымскую платформу и про саму стратегию оккупации. Я не переходил бы сейчас бы на личность. Да, абсолютно не нужен, конечно. Да, я бы, если хочешь, мы начнем с Крымской платформы. На самом деле Крымская платформа – это та площадка, которая в обязательном порядке должна была быть. Вообще никакого спора нет. Да. Почему и раньше не было? Почему и не было в 2015-2016 году? Здесь вопрос опять-таки в том, что она преждевременная, наверное, хуже сработает, чем позже. Но все равно, у меня были вопросы к той власти, почему на международной арене тему Крыма вкладывают всегда в какие-то другие конвертики по чуть-чуть. Да, но вот отдельно тему Крыма, в отдельный кейс тогда им не пушировали. Ну, честно, это так же было. Тоже. Мы сейчас говорим о том, что вот у нас в августе будет Крымская платформа. Да. Чем мы ее наполним? Чем мы ее наполним? Нам наполнить нечем. Потому что за все это время, фактически, мы как страна, которая непосредственно потеряла часть территории, в крымском направлении, мы сейчас говорим про Крым, мы не сделали то, что мы должны были сделать. А именно, нет конкретных санкций по крымскому направлению. С учетом того, что мы имеем определенные серьезные рычаги давления, это по северу Крыма. Это завод «Титан», это оборонный содовый завод. А как мы можем? Подожди, давай подробно. Значит, Запад ввел сразу санкции. Плохие они, хорошие, сейчас не об этом, а о том, что они действуют. Да? Американская компания не может зайти в Крым, европейская по башке получает, Siemens огреб, компании штрафы платят довольно крупные. Да? Вот. Не все совершенно, там с самолетами проблемы, но берем, что все-таки что-то работает. А что у нас? Вот наша санкционная политика в отношении оккупированных территорий Крыма? Мы поставляем сырье для работы химических заводов на севере Крыма. Каким образом? Железной дорогой. Как? Там через железную дорогу Житомирский комбинат, который собственник один и тот же, как и завода «Титан». А кто это? Фирташ. Да. Идет поставка железной дорогой до морского порта. Там. Какого? В Одесску. Дальше идет через море, декларировано на
Турцию, а на самом деле нет. Перегружается на санкционный уже корабль, санкционное судно, нефтерудовоз 50 в частности. И дальше в Камыш-Бурунский порт и доставляется без проблем на территорию. Да, это усложнена схема, не так, как раньше они она дороже загоняли. по логистике, но Конечно, она существует. но она существует. Дело в том, что завод «Титан» не может работать на другом сырье, там уже были попытки завести другое сырье, но сама система работы, сам технологический цикл так заточен, что он заточен То есть, смотри, наше. все как бы по закону, как такой шарик пинг-понга летит в Турцию, все законно, из Украины в Турцию. Да. И там этот шарик тонет, такой титановый. Турция не потребляет, да. Турция не но нуждается. оттуда все 100% возвращается уже черным налом, таким к черным рынкам в Крым. Это да? как пример. Дальше у нас есть компании, которые представлены, как и национальные компании, так и международные, которые представлены на материковой Украине и работают на территории Крыма. То есть мы, как страна, можем ввести санкции определенные, тем более эти санкции вполне были бы логичны. Какие компании, назови? Большие компании. Метро, Ашан французский, Метро немецкий. Они там работают в открытом? Почему нет? А почему? Европейским товаром. Смотри, у нас сейчас так далее, это только РНБО. Нет, я хочу, чтобы ты подробно рассказывал. Вот я просто хочу понять, как это действует. Я же не юрист, и ты все-таки бывший фактически министр транспорта Крыма. Ты знаешь, как это работает в на АРК. Тогда какой-то год, 11-й, да. Вот. Вот есть магазины, которые имеют филиалы там. Они от Москвы имеют филиалы, я правильно понимаю? Совершенно верно. Но по большому счету какая разница? Это та же самая компания, верхушка, главное управление. Давай на примере расскажу. Давай один пример. У нас есть компания европейская, которая представлена опять-таки головным офисом в Киеве и имеет свои представительства, свои магазины, свои торговых представителей в каждом городе Украины. В том числе раньше имели и в Крыму. Тогда, когда произошла оккупация Крыма, что сделали? Эта ячейка, которая относилась к Киеву, была переписана на московскую ячейку, такую же головную, естественно. Она отжала у них, что ли, предприятие? Не, они переписали. То есть, если сегодня киевскому офису задать вопрос, вы работаете в Крыму, они скажут нет. Но мы же все понимаем. Мы понимаем, что у нас четко есть информация, что магазины имеют европейский товар. Это не просто там какой-то там магнит заехал. Нет, это конкретный магазин точно с таким же ассортиментом, это как они не и в Украине. картошку с крымского хилого песка там продают где-то степного. Далее. Мы же можем ввести санкции, мы можем уже вести диалог с головной компанией, которая находится в Европе, и говорить о том, что, господа, на нашей территории несанкционированно работает ваша структура. И либо трусы, либо крестики, как то кажут. Вам сутки. Нет, мы закроем ваши магазины здесь, на территории Украины. Это можно законно сделать? было бы? Да. Это РНБО может принять такое? А по заводу Иллюминит ничего не понятно. Насколько Уголовное дело и останавливать. Там даже санкции не нужны. Смотри, я, может быть, ничего не понимаю в военном деле, но, по-моему, «Титан» входит в комплектующие для самолетов, в том числе военных российских. Это товар подвійного призначения. То есть он подсанкционный, в принципе. Он в мире является стратегическим товаром. Да. То есть получается, что Житомирский завод, я просто хочу, чтобы это слышали люди, которые, может быть, и будут смотреть эту программу, потому что темы и будут интересоваться. Есть не все, как говорится, поверхностно судят, некоторые хотят в суть вникнуть. То есть, значит, украинское предприятие через Турцию возвращает в Крым, значит, сырье для разработки военных изделий, которые могут быть и наверняка использоваться. В том числе российской армии оккупационной в Крыму и где бы то ни было в Сирии и так далее, и так далее. Классная история. Эта история просто для крымской платформы фееричная. Это просто можно закрыть вот так, да? Без проблем можно закрыть. Надо закрывать? Просто-напросто в соответствии с законодательством товары двойного назначения должны быть под контролем и должны быть согласованы. Кто конечный потребитель? Конечно. Да. А в Турции нет потребителя? В Турции нет потребителя такого. И более того, то судно, которое санкционное доставляет, заходит в порты, либо на рейде разгружает иллюминитовую руду, они декларируют, к примеру, порт Самсун, Новороссийск. То есть они тоже не декларируют Крым, чтобы Турция не предъявила никакие претензии. Но мы-то все это видим в онлайн-режиме. Сегодня нет проблем. Даже если они будут свой оборудование выключать свое будут на судне, мы тоже это увидим, что оно выключено именно в этом квадрате. Смотри, то есть по идее, хоть завтра, это не ДБР занимается, это кто занимается? Это чья подотчетность? Служба безпеки. Служба безпеки. Ну, наприклад, Служба безпеки
прекращает это. Ну, то есть это, наверное, обязательно должно быть сделано на Крымской платформе, потому что вообще странно, о чем Знаешь, тогда по какой разговаривать. статье это можно сделать? По статье «Экоцид». Потому что в 2018 году, если ты помнишь, там были выбросы, когда они стрельнули в кислотонакопичивач, тогда думали, что мы воду подадим им туда. И тогда была ситуация критическая. И на севере Крыма. Стреляли, да? Ну, это по информации Минобороны тогда. Это когда у нас отравлено было... Когда у нас в Херсонской области были проблемы, помнишь? То есть возбуждено дело, экоцид. Это последствия СБУ. В рамках даже уголовного дела можно было давно это закрыть. Ну уж точно это создание сделать СНБО, поскольку мы видели, Вообще какие без решения, вот такие Данилов принимает, но глава не принимает, Данилов оглашает, и все. И прям в минуту прекращает работать банковские карты, все. А здесь целые схемы. Это пример. Вообще, конечно, прекрасно. Дальше по компаниям, это не только сейчас мы просто метро сейчас озвучили, на самом деле там... То есть, в принципе, государство может предупредить и опечатать двери просто. Государство может дать срок здесь, на территории. Да. Им выгоднее, они же все коммерсанты. Они смотрят, какое количество магазинов на материковой Украине. Ну, поверь, очень много. Да, и они не будут разменивать один. Они не будут разменивать, надо его закрыть. Слушай, а почему они, гады, так себя ведут? Смотри, даже Сбербанк путинский, даже Альфа-банки, вот эти все вот не это, зашли. Не зашли. А почему эти гады заходят? Вот что? А это наше попустительство. Ну, слушай, ну Путин не дает своим заходить, боится, да? Вот что там начнутся санкции такие автоматические, американские. А эти не боятся ничего. Идут в Крым с своими торговыми марками. Но опять-таки, они тоже нашли определенные схемы, которыми пользуются. Поэтому тут и уголовное производство бессильно. Не так эффективно, я бы сказал. А поэтому здесь должны работать санкции. И эти санкции нужно, наверное, согласовывать с теми странами. Их придется в рамках Крымской платформы согласовывать. Нет. Допустим, Метро-Чек компания. Германия. Вот, отлично. Вот Германия, вы же санкции ввели. Крым оккупирован, да? Ну вот мы здесь, и вы давайте тогда санкции вводите. А как? Дело в том, что мы даже спрашивать ни у кого не должны в данном случае. Ну, в принципе, да. Мы должны сделать, а потом разговаривать. Да, а потом просить, ну послушайте, вот это же не сама Германия, это частная компания, которая ищет там, где... но они живут по законам Федеративной Республики, извините, и по законам экономики тоже. Ну все, они зарабатывают деньги, есть возможность, они там зарабатывают. Будет невыгодно им, если они под риск поставят то количество магазинов, которое на материковой части Украины, они, естественно, закроют. Пусть это даже московская будет филия или филия с Африки, разницы нет, ее нужно закрыть. И пусть они даже захватят этот магазин, там будут судебные инстанции, там будет возмещение, там же очень все четко. Они просто не хотят с этим связываться, когда он каждый день денег приносит. Так, еще какие меры, которые нужно было бы предпринять и это не только по торговым, это еще и по объектам промышленности. Там достаточно много, большой такой перечень, где мы можем сделать, не обращаясь никому. Не Европа, не Америка. Никому не надо обращаться. Ну скажи хоть что, люди будут знать, понимать. Если касаться севера Крыма, там эти предприятия химической промышленности, они все градообразующие. Там есть люди, которые работают на этих заводах, и есть люди, которые обслуживают тех людей, которые работают на этих заводах. Других там нет. И военные российские, которые незаконно там находятся. В соответствии с международными нормами именно оккупант несет ответственность за всю территорию. Не надо ему помогать, нужно закрыть. Если мы тогда остановили своими силами, остановили Кутаранскую дамбу, а это тоже сырье для бромного и содового завода, и реально, ну там же западный Севаш, куда скидывается со среднего Севаша это сырье, они уже его оттуда подкачивают, понимаешь? На сегодняшний день оно бы закончилось, оно тоже периодически включается, потому что там уровень такой, который позволяет им брать. Если там 40 и меньше сантиметров, насосы на территории временно оккупированного Крыма не могут поднять эту ропу. А это сырье, другого сырья нет для этих двух заводов, понимаешь? То есть я так понимаю, что эти насосы, которые мы тогда остановили, периодически как-то включаются. Потому что либо они нашли, либо они искусственную дамбу. Или кто-то звонит по телефону и говорит, давай сейчас ночью там немножко подсосем. Слушай, тогда электроэнергия заходила с Крыма. Да, я видел, как это ты показывал, по-моему, снимали репортаж, такой идет кабель в трансформаторную будку. Там трансформатор. Да. Хорошо еще они не на компьютерах управляли украинскими предприятиями вот так дистанционно. То есть здесь нужно разобраться, что за ситуация там. Почему в западном Севаше
уровень, позволяющий им качать. Либо они разрушили вот эту вот искусственную дамбу со своей стороны, что со среднего Севаша позволяет переток, либо включается насос. Потому что по моей информации периодически насос включался. Ну, это точно это уже точно для СБУ. Это вот север Да. Крыма. А дальше потом, если мы все, что... Я не говорю, что если мы это сделаем, и Крым вернется. Нет, но мы очень серьезно утяжелим Крым для русских оккупантов. Далее можно садиться за Крымскую платформу. И вот сказать, что, уважаемые господа партнеры Со своей стороны мы со своей прошли, стороны да. все сделали. У нас нет больше рычагов. Помогите. Потому что если вы не поможете, эта вакханалия будет продолжена. Это Приднестровье, Грузия, Украина. Завтра, может быть, Европа дальше. Нет, будет продолжено. Польша Смотри, или еще какая-то Запад страна. говорит про милитаризацию Крыма. Есть угроза даже вторжения из Крыма, да? Безусловно. Мы в конце обсудим ее тоже. Но как бы санкции помогут сделать так, чтобы русские туда больше людей не привозили, потому что, негде работать, негде будет там этим приезжим, там, не знаю, даже воду брать и так далее. К чему я веду? Ты слышал странную историю? Когда министр по делам оккупированных территорий сначала сказал, что мы всем русским разрешаем тут остаться, даже в эфире тут я говорю, а нам как вот на Крым-Ленд, сколько нас там, 1,5% останется после деоккупации? И вообще странно, я не слышу, что в истории мировой министр в страну, которая оккупирована территория, предлагал оккупантам приезжать и оставаться. Я такого не видел никогда. Потом было сказано, что ровно нет, все незаконно прибывшие будут выдворены. Потом я читаю, кто-то, как нас пишут, у Зеленского, такая странная журналистская формулировка, я никогда не понимал ее. Вот, но я даже не выяснял, что все-таки русские пусть остаются. Вот приедут, и все пусть остаются. А мы там, крымские татары, будем 1,5%, там будем где-то бегать под ногами великих таких братьев славян красивых, с которыми мы, конечно, потом помиримся. Это вот такие я додумываю, да? Вот как бы это так предлагают, приходить в мой дом, в моем доме оставаться, не я предлагаю ему ночевать и жить в моем доме, кто-то другой, то я так понимаю, что меня не считают за субъекта вообще этой истории всей. То есть, а вы там вот посидите где-то, там, господи, сколько там вас тогда будет, да? Это даже вообще не в этом вопрос. Да, вот в чем юридический вопрос? Вот тут, вот с юридической точки зрения объясни, как это понимать? С юридической точки зрения, все те, которые заехали в Крым через закрытые пункты пропуска, это аэропорт Симферополь и порт Кавказ, через который, где так званый мост, они все должны быть выдворены, потому что это четко прописано в законах Украины, в действующих. Не надо ничего менять. Речь не идет даже о преступлении. Речь идет даже о преступлении, просто пребывание. Вот человека, который ничего противозаконного не сделал. Я имею в виду, кроме как и нарушил границу. Это тоже противозаконно. То есть он нарушил, прибыл. Он же знал, что это территория Украины. И что Россия временный оккупант там. Он, несмотря на это, прибыл туда и там живет. Поэтому те действия, те высказывания вице-премьера, которые ты сказал, я, естественно, на них отреагировал тоже, потому что это все способствует незаконному заселению Крыма. Если они это услышали, они, естественно, сказали, слушай, с Украина уже признала, поехали. Мы-то боялись дом покупать, поехали. Думали, что нас выгонят, а оказывается... Нам еще предлагают гражданство получить, но он потом поменял свое мнение. Это, конечно, это... Нет, это плюс, что поменял. Тут вопросов нет. Но опять нашелся кто-то, что сказал... А если завтра он опять поменяет? Так вот такое. Это то же самое, когда... Нет, вот опять. Вот где цельная... Я же всегда проверяю на юристах, как говорится, да? Я рассказал об этом главе Конституционного суда Литвы Данису Жалимасу. Но это человек, суд которого, представитель, где он председатель, Литовский суд, первым признал неконституционной аннексию Крыма. Даже неконституционной с точки зрения русского законодательства. Да, попытка. Все. То есть они первые, да никто еще тут все молчали. Они уже все проштамповали, литовцы. Они первый акт поставили. И он такой говорит, он говорит, я вообще такого никогда не слышал. Вообще-то бремя несет оккупант. И вот эти предложения услуг оккупантам, индульгенции, прощения оккупантам, литовцы не понимают, о чем идет речь. Любой нормальный гражданин не будет Литовец не понимает, в чем проблема государственных субсидий каналу АТР. И невозможно это объяснить. Они говорят, как, ведь государству это нужно? Спрашивают они и смотрят на меня. Я говорю, да. Знаешь, это признаки государственности, я бы сказал так. Это даже не обсуждается. Это стратегически важно. Будем ли мы помогать армии, например? Да. Или пусть сама гуляет где-то там. Или вообще нам армия не нужна. А что, зачем нам армия? Знаешь, я недавно с одним умным человеком разговаривал, и мы обсуждали, что за политическая система сейчас в Украине. Конечно, это не претендует на обобщение, но я такой выдвинул гипотезу, сказал, это что похоже на махновщину, только Махно нет.
И он сказал, ну да, что-то такое. Потому что у нас министры, ты видел, как сегодня называют друг друга министры? Один назвал другого козявкой, другой там какой-то выскочкой. Слушай, детский сад. Ну, это детский сад на фоне 150 тысяч русских с оружием. Это детский сад на фоне ковида, который вообще не остановлен просто. Израиль открыл границы, ты знаешь, да? Да. Все, они без масок ходят, открыли границы. Но мы тоже вакцинируемся сами. Друг друга заражаем. Но, в принципе, кто-то выжил, кто-то нет. Ну да. Так и Но, живем. правда, это уже совсем не смешно, потому что по 600 человек в день умирает. И там уж за некоторыми чиновниками там большое кладбище. Вот. Но про что хотел сказать. Еще какие политические вещи мы должны бы, по твоему мнению, сделать до Крымской платформы, чтобы прийти, чтобы Владимир Зеленский пришел на Крымскую платформу с гордо поднятой головой? Но здесь еще существует это то, что я сказал в санкционном направлении. Тут еще нормативно-правовая база. В соответствии с международным нормам, то, что они игнорируют крымско-татарский народ как коренной народ, это не только не учитывает права коренного народа, это еще и тормозит деоккупацию Крыма. Почему? Потому что этот инструмент, именно инструмент на самоопределение коренного народа, можно было бы использовать как должен. Но он прописан во всех международно-правовых актах, резолюциях, а мы его не трогаем, типа не вот так, да, не задействуем. Вот почему? Ну, потому, наверное, что Мустафе Джемилеву предлагали выйти из партии Порошенко. Я даже обсуждать это не хочу. Это настолько нецивилизованно. Это вообще неудобно, стыдно. Просто покраснеть, залезть под стол просто. Ну, слушай, помнишь, поменяли они в том же, возвращаясь к тому же представительству, они прислали в представительство новый вид сайта и новый вид, как они будут выглядеть в социальных сетях представительства президента. И уже было без тамги. Это принципиальная была позиция. Без крымско-татарской символики. Да, я ее туда поставил, когда я пришел. То есть, когда пришли... Мы сейчас говорим о коренном народе. Это наш орган. Да, мы же не говорим о том, что он должен быть вообще повсеместно по всей территории Украины. Нет, но это же представительство. Там крымские татары страдают. Слушай, у нас... за материкон, за Украину. У нас флаг, давай так четко обозначим. Флаг Крымлы висит на здании МИДа. У здания МИДа рядом с государственным флагом. Да. Висит рядом. Там еще флаг армии, еще какой-то флаг, я не помню, просто боюсь соврать. Да? Европейского Союза, да. Этот флаг висит в представительстве в ПАСЕ. Его вывешивал, между прочим, Дмитро Кулеба лично с Джемилевым, Мустафой Агавой. Они поднимали этот флаг в Страсбурге. Вот сейчас там опять это все происходит, не хочу даже обсуждать, просто позорище Европы. И фигак, вы слушаете «Маяк», приходит новое руководство, и они вообще убирают символику крымско-татарскую? Да, убрали. Совсем. Далее, смотри, назначают зама. Я занимал должность первого заместителя. То есть, фактически, я это постоянно... кто-то ждал указания, извините. Послушай, важный момент. Ждал указания. Важный момент. Первый заместитель, он же исполняет обязанности в случае отсутствия, командировки и так далее. Назначили не первым замом представительницу крымско-татарского народа, назначили просто замом. Ну, это уровень главспециалиста, она не видит ни распоряжения, не подписывает никогда вообще. Это большая разница, первый или не первый? Первый зам — это исполняющий обязанности на случай отсутствия. То есть там есть все подписи, есть возможность, есть печать, подожди, сейчас незаменимое первое лицо? То есть ему нет, у него есть первый зам. Есть первый не крымский. Я не знаю. Да. Ну, чтобы случайно, опять-таки, крымский татарин не стал исполняющим обязанности представителя президента. Мало ли что. А то вдруг понесет войс президента какие-нибудь ненужные инициативы, там будет что-то радикальничать. Возьми историю представительства президента. Их там было больше 20. Ни одного крымского татарина, только я был исполняющий, больше никого. Такое ощущение, как будто крымские татары там не коренной народ, но хоть бы случайно. Такое ощущение, что, знаешь, совещание проходит, я даже не буду говорить, где там проходит, я не знаю, где такие совещания проходят, даже догадываться не хочу. Вот такие сидят люди, думают, так, что бы еще хорошего сделать для оккупантов? Значит, так что записываем. Мы что предложили тут? Значит, остаются после оккупации в Крыму. АТР закрываем, все, 2 пункта, 2 записали. Значит, что еще, что раздражает еще наших партнеров? Ну вот, за перешейком. Крымских татар, чтобы не было. Надо ручных взять. Ну, там надо так, чтобы отодвинуть, чтобы никаких решений, чтобы никаких лишних слов не было. Да? Всяких там Изетовых, Гдановых. Кто такой? Блокада Крыма. Вычеркнули. До свидания. Следующий, заходите. Это просто феерия. Вот если вот эту даже историю просто... Ты видишь, как Богдан сказал в интервью? Убрать тамгу с сайта, даже не с социальных бланков, вообще соцсетей, да? даже.
Это такой, извините, я не хочу это слово употреблять. Мой народ этого точно не достоин. Богдан, бывший глава администрации, который был в 2019 году, когда он сказал, мы, говорит, кадровый состав отбирали, он Гордону, по-моему, интервью давал. Когда уже он, так сказать, вышел с порванным баяном оттуда, да? Да, он уже сказал, что либо мы откровенных, как он сказал, идиотов набирали, либо пророссийских. Ну, это его слова, ну, похоже. Кадровый потенциал такой, наверное, формировали. Это теперь эти кадры салютами тут стреляют, да? Ну, очевидно. В карантине. Периодически предлагают то воду продать, то просто пустить ее, потому что там Знаешь, наши люди... вот по высказыванию наших чиновников, я так понял, что воду они дать готовы. Они путаются только в таре, путаются в упаковках. Один говорит в бутылках, другой говорит в канистрах, третий говорит в цистернах. Но это оригинально, конечно. И стоит такой русский танкист, такой, закурил, такой, знаешь, бояры треснул. Не, бояру нет, они хорошо получают. А бояру этот вот местный крестьянин, который ему будет воду носить. Он такой стоит, знаешь, ну, помой ко мне бампер танка. И тот такой этой водой, а на воде написано, там, сказать, гуманитарная помощь правительству Украины. И он так раз, и фотографию маме там в Мухосранск отсылает. Я вот тут, нам украинцы еще воду привезли. Да. Откуда эта мысль помогать оккупантам? Откуда эта мысль не учитывать крымских татар? Кто эти люди? С каких они небес спустились? Я вообще не знаю. Где они жили все эти годы? К стратегии давай вернемся. Ты думаешь? 12 минут, даже 10. Ну давай, ну коротко, да. Коротко скажу, что проанализировав этот документ, я его достаточно быстро проанализировал, потому что он, как ты сказал, небольшой. Он носит сугубо декларативный характер. Не учитываются вообще позиции, права и позиции не только для крымских татар, а позиция для всей Украины в части деоккупации. Там упомянуты, коренной народ упомянут там? Есть упоминания, но опять-таки это все декларатив. А с такой стратегией мы Крым не освободим. Мы очень радовались, когда появился документ, который принял тот орган, который действительно должен этот документ принять, но мы на сегодняшний день видим только название. Его нужно дополнять, не то что дополнять, его нужно писать. Это, по сути, ты сказал слово «декларация», да? Да. На это можно что-то нанизывать, и даже Данилов сказал, просто я слышал, как он сказал, что мы будем дорабатывать. Есть шанс, что будет доработано? Ну, смотри, часть из этой стратегии, это мне очень напоминает отчет ОБСЕ о ситуации в Крыму и сборник всех тех тезисов, которые у нас собрались за эти 7 лет. Стратегия — это же не только констатационная часть, не только описание того, что есть, даже не столько. Описано уже во многих документах, что есть. Это дорожная карта в будущее? Это путь с конкретной датой. А дата есть там? Нет. С конкретной датой, активной фазой реализации. Получится эта стратегия, либо не получится, но она должна быть. Она должна быть с конкретными шагами, а не просто написать декларатив, что Крым — это Украина. Если опять на крымской платформе соберутся все и скажут «Крым — Украина», и те ответят «да, Крым — Украина», мы от этого Крым не освободим. Это мне напоминает, знаешь, это я как-то в юности, я был молодым журналистом, у коллеги Валеры, дочь попала в секту кришнаитов. И мы пошли ее оттуда вытаскивать. Ей было 15 лет. И он избрал очень хороший способ. Он говорит, давай пойдем, я похожу, и сможешь со мной походи там. И я понял, вот на что похоже вот это про крымскую Украину. Это же Хари Кришна, отвечает Хари Рама, Хари Кришна, Хари Рама. И так повторяют. И почему мы же не понимаем смысла этих слов со стороны даже? Потому что они настолько уже набили оскомину, что они настолько не наполнены смыслом, настолько выхолощены, что они меня, вот честно, раздражали даже еще года 2-3 назад, когда я видел эти плакаты. То есть, знаете, давайте вместо всего, вместо вот поддержки Хрымлы, там, этого, того, 10-го, 5-го, повесим плакат. И пусть висит. А пусть Путин испугается и Крым нам вернет. Ну как можно... Имитация процесса. Это просто, знаешь, это просто, ну, бывает, что форма не соответствует содержанию. Но когда форма вот такая, ты как открываешь, знаешь, такую коробку, такую метр на метр, как в стиральной машине, а там лежит грецкий орех вот там внизу, да? Вот что-то такое. Там не знаю, лежит ли там орех еще, если честно. Но коробка красивая. Видел, когда Владимир Александрович подписал эту стратегию, ой, как они друг друга все хвалили и поздравляли. Такое впечатление, я думал, ну все. Вот я реально думал, блин, я тут встал и встаю и думаю, но все-таки, наверное, томов 5 написали, и это все вот красиво будет все передано западным партнерам, все. Когда я увидел 17 листов машинописного текста, я понял, что мои опасения относительно формы и содержания будут не напрасны. Я хочу подчеркнуть, там нет закрытой части вообще.
А все говорили, что есть. Нет. Ну, только одно. Я могу по-серьезному обратиться только к господину Данилову, который у меня вызывает такие чувства, как серьезный человек. Но я надеюсь, что все будет доработано. Ну, и с другой стороны, я понимаю, что, наверное, не в нем одном дело. И мы, видя, как относится глава офиса президента, вот как он работает с крымскими татарами, как их исключает из процессов, как показывают эту стратегию на выходе уже. Кому Джемилеву вы показываете на выходе эту стратегию? Вы решили кого? И он или Чубаров, вы решили их наказать, что ли? Вот мы вас сюда не пустим, что ли? Да, без нашего народа, без его представителей, это не действительно все. Вот оно реально не теряет легитимность. Это действительно декларация. Причем декларация такая, ну, по большому счету, ни о чем. Это было мое личное мнение, я прошу прощения за него. Что-то я заговорился. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что стратегия будет написана, не знаю, этим ли составом, либо другим, скорее всего, другим уже. И будет реализация. И я четко понимаю, какая должна быть стратегия. Много очень наработок, и на самом деле у нас серьезно есть рычаги давления, и за определенный период времени можно прийти к активной фазе. И наши вот эти поэтапные шаги с нашей стороны, как собственника территории, они все понудят, в хорошем смысле этого слова, наших международных партнеров тоже к нормальным действия, к решительным действиям. Слушай, пока ты сам не начнешь играть, никакие ребята во двор не выйдут. Конечно. Футбол с тобой Почему играть? они должны страдать экономически за Украину, когда сама Украина торгует или имитирует процесс? То есть нам надо сделать так, чтобы к крымской платформе у западных партнеров было как можно меньше сущностных вопросов к нам. Ну, например, а почему это не сделано? А почему вот так? А зачем вы торгуете с Крымом такими окольными путями? А где у вас... что вы сами сделали? Да, что вы сделали? А где у вас крымстарское телевидение? А где у вас вот это? А вот оно упомянуто здесь. А вот резолюция ЕС. А вот это. Встает такая Германия, Франция, Литва, Польша. Говорит, извините, ребят, вы даже минимальные... Вот у нас статья про Крым была, 60-я статья, вот столько текста. Вы даже это не выполнили. Ну о чем? Вы пишете нам стратегию возрождения крымстарской мовы, а единственный детский телеканал готовится к закрытию из-за долгов по спутнику. Но это совсем вот форма с содержанием, уже этот орех гипотетически вообще в другой углу комнаты от этой упаковки красивой валяется. Самая проблема большая в том, что наши международные партнеры все это четко отслеживают. Если вот эту стратегию какая-то часть населения Украины воспримет как какую-то победу или достижение, то европейцы это не отметят как достижение. Они скажут, что это достижение. Только скажут. Но между собой все поймут. Конечно. Но у нас, знаешь, вот это опять какая-то византийщина. Вот это, знаешь, из соцсети, я некоторых людей знаю, мне неудобно, они вроде неплохие люди. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Да, вот это вот просто по кругу. Толку никакого на выходе. Ну, может, не знаю. Самое основное, что сейчас, наверное, волнует всех, и у нас остается 3 минуты, это возможный бросок, ну, давай дальше не будем, возможный бросок Путина за водой. Возможен ли он, я не с военной точки зрения говорю сейчас даже, хотя и с военной может тоже оценить, как это может выглядеть физически, какие направления надо укреплять. Вот сейчас мы знаем, дроны там запускают над Каланчаком, где вот этот канал идет, чтобы по кратчайшему пути, может быть, они десант планируют, или что вообще? Знаешь, планы у оккупанта были еще в 2014 году зайти, они просто не отдавали себе отчет, что без воды они не смогут, они все-таки думали, что там с-под земли они будут качать, и там бездонная бочка, на самом деле они уже поняли, что ее никак не решить, и опреснением тоже. Это действительно проблема, с которой они не выберутся. Они позавозили людей туда около 1 миллиона, там военный контингент большой, незаконный, который там находится, они все очень серьезные потребители воды. Пьют, особенно по утрам. Промышленность. Не только пьют. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они действительно думают, как это решить. И те попытки тоже неспроста нынешнего руководства страны, которые были ранее в отношении подачи воды, они пробовали, измеряли среднюю температуру по больнице, как отреагирует общество вообще на такую попытку, на гуманитарный характер, на экономический характер. Тогда были серьезные заявления. Мы будем продавать, потом были, мы будем спасать наших людей, там, Красный Крест и проблема, так далее. необратимые процессы и так далее. Все поняли, в том числе и оккупант, что гражданское общество в Украине не даст возможности кому бы ни было подать воду до освобождения Крыма. Это четкая позиция. Теперь в отношении... Зеленский до речи озвучил четко, и раз 5, наверное.
Теперь в отношении вторжения. Если они на это пойдут, ну, я думаю, что на этом все их выбрики закончатся, потому что это не та армия, которая была в 2014 году. Все четко, если раньше еще говорили, это братский народ, там, ну, многие не верили, пока не потеряли близких, знакомых, своих родных, близких людей. Сейчас все отчетливо понимают, кто такой русский оккупант. И здесь будет очень серьезное сопротивление. Помимо того, что есть международная поддержка, и в том числе будет техническая поддержка, я уверен в этом, еще и будет сопротивление людей. И если они пойдут, я думаю, что это в скором времени и закончится. Под вопрос, плачевно для оккупанта. и он последний, наверное, вопрос в этой программе. Один неглупый человек, знающий Хремлы и вообще всю эту проблему, написал мне и сказал, ну, имя просил не разглашать свое, а нужно ли нам просматривать такой вариант, да, как, например, минирование дамбы на Каховском водохранилище или направление на эту дамбу ракет, что если все-таки они сунутся, чтобы можно было поэтапно, разрушив эту дамбу, не сразу всю, да, с какой-то определенной скоростью спустить эту воду, чтобы она не вызвала затопление вокруг, но и не дало возможности, даже в случае захвата водохранилища, сразу восстановить подачу воды, то есть уровень упадет просто ниже горла канала. Дело в том, что Северо-Крымский канал, ты знаешь, он искусственный. И управленческая, можно сказать, точка – это Каховка Херсонской области. То есть они туда будут стремиться, ну, да. если пойдут. Что касается вот тех вот моментов, которые ты озвучил, я не готов их комментировать. Это просто человек предложил так, он говорит, я вот так думаю, я не думаю, что это имеет право на жизнь, да? Такие теории, потому что именно в Каховке там не регулируется. Если мы можем регулировать по Северо-Крымскому, как искусственное сооружение, построенное вручную, то там несколько иная ситуация. Я сейчас не готов. Ну а что ж, как нам надо готовиться к гипотетическому? Гипотетически нужно сейчас активную работу проводить в районах, которые непосредственно с Крымом граничат. Там была проблемная ситуация, потому что активничают с той стороны оккупанты, ФСБ. Ну агентуры там пронизаны нормально. Очень серьезная работа. Здесь со стороны именно Службы безопасности Украины должна быть усиленная работа по этим районам, потому что они могут зайти и очень легко, если мы также будем попустительски относиться на сегодняшний день, как сейчас это происходит в районах. Вы видели, что совсем недавно заявил мэр Херсона, что воду нужно продавать в Крым. Ну, это мэр Херсона заявил, новоизбранный. Херсон, я хочу сказать, что он более такой патриотический, нежели районы, которые с Крымом граничат. Поэтому там нужно проводить работу именно с управленческим составом. Там УПЖЗ позанимало места, местные депутаты, там практически все УПЖЗ. Это уже о чем-то говорит. Спасибо, что пришел. Изет Гданов, бывший первый зам руководителя, зам постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Мне, кстати, тяжело даются должности с детства. Вот. Ну, что хочу сказать. Это мы не про то сейчас разговариваем с Изетом, чтобы кого-то там каким-то образом во что-то ткнуть. Вот вообще меньше всего нам это надо. И больше всего мне нужно, чтобы работа по освобождению Крыма была сущностная, не была показной. Это слишком заметно просто. Ну, это слишком заметно, да. И, наверное, не только я, не только Изет, но и действительно люди на Западе, которых привыкли к серьезным разговорам, никто не будет разговаривать просто так. Там надо приходить с полным портфелем выученных уроков. Да, я надеюсь, что эта работа будет продолжена, хотя, учитывая нынешнюю ситуацию с АТР, вообще позорище на весь мир, я уже ни в чем не уверен. Мы продолжаем наш телемарафон с АТР «Голос Крыма» мая будет в эфире. Спасибо всем, кто поддерживает нас любым способом. И отдельное спасибо тем, кто подписался на постоянную поддержку канала АТР на сайте Patreon. Это очень благое и правильное дело. Вы помогаете нам сейчас выжить и победить в итоге. Спасибо.
Ишгал етілген Қырымда кенеде полис тарамалары үйледі. Ишгалжы көветшілер Қарасубазар районынан Қышлав койынды яшаған Таймазовлар қорантасына сұрып келген. Оғыллары Сейранны Номанчелі Бежихан батальонына алақасы бар деп қабатла екенлер. Сейран 2016 сенесінден берілі Киевде яшай, чөнки Ишгал шарайтлерінде яшап оламаған. Шымды өз ішінен оғраша. Оның сөздеріне көре да 2 автай велсі. Белі олмаған 2 кіші келіп, ана бабаларындан Сейран ненен оғрашқана аққанда мерақланғанлар. Айны инсанлар уаққанда ерлік ойшурасындан тасвирлеп весиқасын алған. С эту минуту на этот час, у меня нету никакой информации, что в доме происходит, потому что, связи нету. С близкими знакомыми тоже нету. Я всю информацию узнаю от Facebook. Если вот люди там, которые, пришли, собрались, çok sağ olun, конечно, олар, как бы я от них эту информацию только и беру. Жемаат Қоршалайжы Мұстафа Сейдалиевнан сөздеріне көре, Таймазовлар евіне ФСБ қадемлері сұрып келген. Ев сайыплеріні ешбір весиқа қалдырмағанлар. Евіні бақып Сейраннан ана бабасына оғлу аққанда сораштырып кеткенлері. Протоколов никаких они не оставили, составляли либо нет, нам неизвестно. Осмотрели жилищное помещение, опросили родителей по поводу сына, куда он уехал, зачем он уехал, когда уехал и так далее. После чего осмотр завершился, и сотрудники ФСБ вместе с понятыми покинули данное мероприятие, и завершили и уехали. На протяжении 7 лет наш народ в такой оказался ситуации, где по отношению к нему за его позицию, за его мнение, за его веру идут репрессии. Машалла, собрались люди, чтобы поддержать эту семью, показать, что она не одна, что народ не в стороне от этих проблем. Сияси мабуслерге қол тұтув дуа. Бұйы конларда сияси мабус Рустем Эмирусиновнан евінде онлар жейінсан топлашып, ове онен берабер тұтылған Арсен Абхаиров и Ескендер Абдулганиев. Бұнен берабер дигер қанунсыз махкүм етілген сияси мабуслер тез вақытта азат етілмесі үшін Аллахқа дуалар еттілер. Кечкен сені ноябрінің башында Эмирусинов 18 елға, Абхаиров 15 елға, Абдулганиев есе 13 елға терроризмге алақасы бар деп қабатланып махкүм етілген еді. Шығарылған үкімге апрелінің 16-сында шикайет бақылмақ керек еді. Ләкин Власиха шиырында ерлешкен Арби апелляцион махкеме шикайет бақылмасына ләғо етіп даваны ғайрыдан Русияның Женеве Арби махкемесіне бақмасы үшін йоллаған. Чөнки бірчок хаталар көрген. Как показывает история нашего народа, никогда не облегчили, ничего такого ждать от них не придется, потому что мы знаем уже в течение даже 2 столетий, наверное, да, еще раньше, возможно, да, всегда наш народ был под гнетом именно Российской империи. С 14 года началось именно вот переселение такое, что в 44 году. Тогда нам ярлык повесили предатель, а сегодня нам ярлык вешают террористы. Под этим предлогом они себе развязывают руки и что хотят, то и делают. Я хочу сказать, что данная апелляция не вызывает никаких надежд. Это говорит о том, что эта машина, она уже работает из года в год без каких-либо изменений. И то, что приговор, скорее всего, останется таким же в силе. Меджлис аққанда язғаны үшін жүреме. Ахмеджетнің Ишгалжилер махкемесі Қырым газетасынан баш муарирі Бекер Мамутқа 4000 рубле пара жазасына белгіледі. Оны Меджлис аққында сөз юрсеткен Бірлешкен Миллетлерінің баш кәтібі Антонио Гутеррешнің марузасына бастырғаны үшін Кутлеви хабер басталарынан сербестлігінен суистимал еткенінде қабатлы оларақ таныдылар. Роспотребнадзор темсілжелерінің фкіріне көре Қырымда инсан ақлары бұзылмаса аққында олған марузада Меджлис аққында сөз кеткен вақыт муарриет тарафындан Меджлис ясақ етілген ве экстремистик тешкілят олғаны қайды етілмеген. Ишгалжилер Қырым татар халқының темсілчі органыны 2016 сенесі ясақ еткен еді. 2017 сенесі есе Бірлешкен Миллетлерінің халқара махкемесі Русияны Меджлис ясақ етілмесі қарарыны ләғу етмеге авали етті. Русия есе бұл қарарыны көрмемізлікке ұра. Адлиеже Хатиже Мамут қайдеткенне көре, журналист Русияда векелетлері танылған, мемур айтқан сөзлеріні бастырған олса, месулетлікке желп етілмемек керек.
Siz деген şimdi sizin esas kabatlağınız nege geli meclis tolusunu yazılmağın tek böyle kısa şekilde. Ama bütün vesikalar, konuşular, makaleler praktikasında her bir uzun adlı müessesenin kısa adı da var. Kimerde bir sözün, kimerde iki sözün. Ama bütün bunu okuyan, işitken insanlar şüphesiz bunu identifikasya yani manasını anlayırlar. Onlara anlatı vermeye gerekli geçti. Bunun etrafında laflar oldu ve işte şu madde boyunca en minimal olan 4000 gümüş cezanı hepsi bir ilan ettiler. Мы будем апеллировать, мы получили штраф. 4000 – это минимальная по этой норме, часть 2 статьи 13-15. Разумеется, мы будем обжаловать по всем инстанциям и, скорее всего, дойдем до Европейского суда по правам человека и уже там послушаем, как Российская Федерация рассказывает о том, как она не признает полномочия Генсека ООН. Будет любопытно. Это уже процесс, по большому счету, направлен на то, чтобы бороться с газетами, которые пишут на крымско-татарском языке, пишут правду, а не те заказные материалы, как ряд других. Ну, то есть вначале это по традиции может быть админ, протокол, какой-то штраф, потом дальше больше. Пентагонда Русиядан Украина сыңырларында Русия әскерлері сайысы чоқлаштырылғанын аңлатмаға талап еттілер. Америка Бірлескен Девлетлерінің Мудафа әзірлігінің спикері Джон Кирба Москваны провокацияларны тоқтатып, кергінлікні эксілтмеге чағырды. Илкевелі Русия өз планларını аңлатмалы, чүнки АБД Русия әскерлері сайысы Украина сыңырларында арттырылғанына, маневрларынан бағлы олғанына инанмайлар. Кирбаның сөздеріне көре 2014 senesinden beri bu en büyük Rusya арбилері группировкасыдыр. Я не називатиму конкретну чисельність чи формування військ з точки зору нарощування російських сил. Ми за цим слідкуємо, це нас дуже стосується. І ми не віримо, що таке нагромадження військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму сприяє безпеці та стабільності. Тому вкотре закликаємо Росію припинити провокації та сприяти стабільності. Сөзді народное ополчение Крыма азалары ишгалжилер акимиетіне шикаят ете. Оларны Ахмеджитеке русскай соқағында ерлешкен ятақханеден қуа екенлер. 2014 сенесі олар ишгалжилерге Украина арби бөліклері ве ишханелерні блок етмеге ве запт етмеге ярдым еткенлері үшін бұл ятақханеде одалар алған еділер. Коммуникациясыз олған ятақханені олар өзлері тамерлеген. Ахмеджетнің ишгалжилер акимиеті есе шымды ночь Дженкевернің қорантасы одаларға қанунсыз ерлешкенні білдіре. Оларның башқа мескені yok, квартира кираламақ үшін паралары да қалмаған. Енді есе Путин, Аксенов и сөзді ополченияның кураторы олған Русия Девлет Дума депутаты Михаил Шереметке видео мұраджатлар айдынлаталар. После того, как мы суды начали проигрывать, мы обратились за помощью к Михаилу Сергеевичу Шеремету. Он разрешил 10 человекам прийти на встречу. На встрече задавались вопросы, на встрече задавались вопросы ему, как, куда нам идти, на что был конкретный ответ. При Украине вы где-то жили, живите, возвращайтесь туда и живите. Самим давал ответ, что здесь проживание невозможно. Предлагает нам стать на очередь как малоимущая семья. Что полк Совмин не располагает данными, на каком основании вы сюда заехали, и вообще, что это является самозахватом. Репрессиялар ве Украина или Дженке қаршы. Стратегия 18 әрекетінің фаллері Русияның Выборг шерінің соқақларында бір кішілік наразылықлар кечірді. Фаллерінің еллерінде Украин ве Қырым татар байрақлары ве Украина топрақларының ишғалі тоқтатылмасы талапларының язылар. Бұне берабер Русия еллеріні бөлекібі пикетлерге чықып, Русия тежавузына наразылық білдірмеге чағыралар. Аксиалда баллары ве торынлары империя амбициясынан эсерлер ола біледейлер. Самое время начинать говорить о
хотя бы для начала остановки дальнейшей экспансии. А в принципе наши требования как с 2014 года были однозначные. Это полная деоккупация территории Украины, включая Крым, который по всем международным стандартам считается зоной оккупации, из которого, в общем-то, началось вторжение. И полный вывод, естественно, войск со всех территорий Украины, включая оккупированный Крым. И вот те репрессии против крымских татар, о которых мы обычно говорим по 18 числам, они одним из первых и самых таких вот заметных для международного сообщества следствий этой войны. Нужно заниматься не агрессией, а наоборот вывести имеющиеся войска из Украины, включая Донбасс и Крым. И в качестве вот предупреждения, что мы вспоминаем все эти режимы, которые обычно начинали захватнические войны. Это и гитлеровский режим, и другие режимы. И очень плачевно кончали свою жизнь эти режимы. И в случае начала этой войны мы будем желать победы в ней, естественно, жертве агрессии народа Украины. Украинада коронавирус хасталарынан сайысы экселе башлады. Кечкен күндевамында 8940 яңа хаста кайд етілген. 12.000 эвел хасталанған кішілер түзелген. 367 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Сағлық Назира Максим Степанов кайд еткеніне көре коронавирусның 3-ші далғасы кечілді. Оның сөздеріне көре кечкен авта девамында ондан эвел олған автаға көре 13.000 аз хаста кайд етілген. Назирның сөздеріне көре жылның сонына қадар украинлерінің 70%-ы ашламадан кечмелі. Ми думаємо, що ситуація покращиться вже в травні цього року. По-перше, ми очікуємо, ще раз наголошую, закриття тих контрактів, які в нас вже є. Це 1,5 мільйона доз вакцин від компанії Serum Institute, це AstraZeneca Covishield, і 1 700 000 доз вакцин від компанії Sinovac. Окрім того, ми очікуємо на перші поставки вакцин від компанії Pfizer, а також за ініціативою COVAX. Ишғал етілген Қырымда есе яңа 120 COVID-19 хастасы белгіленген, да 7 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишғалчыларының ресми статистикасыдыр. Ишғалчылар Донецк юнәлешіндегі Південне койы янында танқа қаршы ракета комплекслері, зенит тәртібатлары, граната атыжы ве бұйық калибрлы құршын атыжы тәртібатларына құлланған. Авдеевка жыварында 120 калибрлы, Майорская жыварында 82 калибрлы майынлар атылған. Жебенің дегер қысмында есе ишғалчылар ясақ етілген ПОМ-2 майын атқан. Украина мұдафаджылары арасында ғайыплар yok. Истихбаратның мәліметіне көре кечкен авто душман сыраларында бір чоқ ғайыплар олған. Бүгінден ишғал етілген территория сакинлері ишғалчылар ордысына желп етілі башлай жақтыр. Так звані військові комісаріати окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов'язані протягом 10 днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово. Також відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника. Минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації склала 7 безповоротних, 16 санітарних. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеже өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы.
башка сууларда чаяжак болду. Кургакка девирдилер. Чешмелер суулары кесилди. Келмешек ятлардан дизленди. Ама пак сууну оз калкы авдет олажак күнгө саклады. Калкымыз бар олар. Кырымда чокраклар кайнаганчы.